Доброго времени суток, дорогие телезрители, любители спорта. Мы начинаем трансляцию первого соревновательного дня, третьего по счету чемпионата мира по масс-рестлингу. В ближайшие 2 дня Центр спортивной подготовки «Триумф» станет эпицентром мирового масс-рестлинга. Ну, на правах прародителей данного вида спорта, конечно, это вполне логично. На протяжении 2 дней мы увидим очень увлекательное состязание. И для вас у микрофона будем работать мы, я, Власий Сергеев, и Александр Захаров. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы увидим праздник спорта, праздник масс-рестлинга, праздник национальных видов спорта в Якутске. И надеемся, увидим очень зрелищные такие схватки. Да, и говоря о схватках, нас сегодня ждут состязания в 6 весовых категориях, а именно женщина спорят о медали первого соревновательного дня в весах до 55, 85 и 75 килограммов, ну а мужчины будут оспаривать лавры первенства в категориях до 90, 60 и 125 килограммов. На помост приглашается Дилбара Иманканова из Кыргызстана и против нее Регина Маляшева из Узбекистана. Но я думаю, мы, конечно же, обратим внимание на помост Б, где у нас стартует на чемпионате мира Евгений Удин. Евгений Удин является у нас студентом. Он закончил Северо-Восточный федеральный университет, Институт физической культуры и спорта. И сейчас учится в магистратуре. Ну, что мы можем сказать о сопернике Евгения? Сатбаяр Дамдинсурен, молодой спортсмен, 99-го года рождения. Как указал в анкете Дамдинсурен, он является чемпионом Монголии, но, к сожалению, не указал, какого именно года. Но будем полагать, что текущего года, да, является действующим чемпионом Монголии. Вот мы видим, на помост спортсмены выходят. Секундирует Евгения его личный тренер Кудрин Егор Петрович, доцент кафедры масс-рестлинга и национальных видов спорта нашего университета. Евгений Удин, Россия. Ну и как объявляют, Евгений Удин становится победителем в этой встрече, так как Сатбаяр Дамдинсурен снят врачами. Надеемся, что у представителя Монголии не случилось чего-то серьезного. Пожелаем ему здоровья. Ну а Евгению Удину мы желаем удачи в последующих схватках первого соревновательного дня чемпионата мира. Далее на этом же помосте выйдут Немanja Leković, представитель Сербии. Вот он на ваших телеэкранах. И его соперником с синей стороны помоста будет представитель Казахстана Медет Ешбулаев. Немanja Leković, спортсмен 95-го года рождения. Отметим, что в составе сборной команды Сербии выступает также его родной брат Никола Лекович. Интересное такое событие, да? 2 брата выступают на таком большом масштабном соревновании. А вот его соперник Медет Ешбулаев, представитель Казахстана. В начале схватки вот спортсмены должны поприветствовать друг друга специальным таким якутским приветствием. И как мы видим, уже садятся, и схватка уже, скажем так, по масс-рестлингу уже начинается до старта. Как ты захватил палку, какое принял исходное положение до старта, это очень влияет на весь результат. Итак, стартовала схватка. Действительно, схватка начинается, как вы отметили, Александр, еще до ее начала. Но пока мы видим, идет равная борьба. Ну, преимущество имеет представитель Сербии. Да, он вытянул палку и активно работает. Итак, что решит арбитр? Судья, да, определил, что спорное положение. Итак, спорное положение. Спортсмены вновь занимают свои позиции. Да, при этом захват остается тот же. То есть, как взял вот спортсмен с красного угла, он
наружный широкий захват, вот этот же захват и сохраняется. Итак, сейчас будет возобновлена встреча, напомним еще раз, между представителем Сербии Неманьей Лековичем. Он в красной стороне помоста. Его соперник Медет Избулаев из Казахстана. Вот, как раз они вот, попытались поменять положение захвата, да, вот левый, правый. Вот арбитр не дал это делать. И они взяли тот же захват, который в начале был. Итак, возобновляется этот поединок. И Россия. We invite to the platform Александра Швец, Ukraine. здорово стартовал Медет Ежбулаев. 1-0. Да. Медет Ежбулаев повел в этой встрече. Отметим, что представитель Казахстана является серебряным призером национального чемпионата 2016 года. Также в его активе бронзовая медаль Всемирных игр кочевников 2018 года. Вот, спортсмен из Казахстана на старте уже хорошо так отработал, вытянул палку на свою сторону и довел схватку до победы. Казахстан тоже очень активно развивает у себя масс-рестлинг. Кстати, главный судья сегодняшнего нашего чемпионата — это представитель Казахстана Павел Фетисов. Поэтому не только в спортивном плане, но и в судействе, вообще везде вот активно очень участвует. Да, конечно, чтобы развивался вид спорта у тебя в стране, нужно развивать не только спортсменов, но и, конечно же, вот судейскую работу. Да, и тренеров. Да. Да. Всего у нас на чемпионате мира задействовано 52 судьи. Да. Тоже впечатляющая делегация. За счетом 1-0 ведет Медет Езбулаев. Ну, как объявил диктор, и как мы сами прекрасно видели, Медет Езбулаев у нас ведет в этом поединке со счетом 1-0. Хотя казалось бы, да, что при первой встрече Лекович имел некое преимущество. Да, но не воплотило это преимущество, скажем так, да, до победы. Итак, и эта схватка может стать решающей. Да, спортсмен из Сербии вытянул палку, но ему надо... После 1-0 Наталья Черноградская выходит вперед. Ну вот, включается Езбулаев тоже. И Лекович, Неманья близок к тому, чтобы сравнять счет. Так, при таком захвате этот, по идее, прием есть такой у нас ключ. Вот он правильно сделал. Вот, если правильно заметили, он наклон палки немножко изменил и за счет этого сорвал, скажем, захват соперника. Но демонстрирует, да, вот Да, уже по технические ним приемы. уже можно заметить, что в техническом плане спортсмен уже прибавляет. Прогресс не стоит на месте. И Неманья Лекович продемонстрировал нам, что в Сербии умеют. Да, немножко Пользоваться хотел бы приемами. отметить вот по правилам, да, первой схватке положение выбирает спортсмен из красного угла, то есть широкий или узкий захват, внутренний или наружный. А во второй схватке уже такой выбор имеет спортсмен из синего угла. Поэтому, если заметили, да, то спортсмены вот в обоих схватках держали одни и те же захваты. А вот третий уже сейчас должна быть жеребьевка, по итогам которой уже определится, кто будет выбирать положение захвата. Ну и как мы уже отметили в начале трансляции, у нас турнир проходит по системе, у нас есть 2 группы и до 2 поражений. Соответственно, победивший остается в группе А, продолжает борьбу за золото. Ну и, соответственно, проигравший может рассчитывать уже только на бронзовые медали. Да. Победу одержала Наталья Черноградская, Россия. Scoring 2-0. The winner is Черноградская Наталья, Russia. Тем временем на помосте А Наталья Черноградская добилась победы над Александрой Швец из Украины. Аида Мишель Егороя.
Ну а мы продолжаем смотреть встречу между Немани Лековичем и Медетом Язбулаевым. Счет 1-1 и третья решающая схватка. Внутренний хват у Немани Лековича, соответственно, наружный у представителя Казахстана. И третья Решающая схватка, схватка. да. Стартует третья схватка. Да, Казахстан вытянул, активно работает и Да, 2-1. довел схватку до победы. 2-1. Победу одержал Медет Язбулаев, представитель Помост Б со счетом 2-1. И челлендж бросает нас представитель Сербии. Казахстан. Да, и что у нас будет? On stage B, the winner is Medet Yazbullayev, Kazakhstan. Обращает внимание, то, что был выброшен челлендж. Сон Леван, Вьетнам. Итак, 2-1. Медет Язбулаев продолжает борьбу за золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов. Son Levan, Vietnam, and Kiran Ну и Narayan, Kobe, видим, India. как добился этой победы Медета в замедленном действии. Да, тоже вот очень правильно использовал положение захвата соперника вот, и вытянул с помощью, скажем, приема ключ. Платформ A. American И таким же приемом отметим раньше, ранее Немани одержал победу. Да? Да, Готовится помост Б. Шукрула Фазили. Ну что ж, у нас на этом помосте дальше Хасин Шпро. выйдут представитель Вьетнама Ли Ван Сон. Shukrullah Fazili, И его соперником будет спортсмен из Индии Serbia. Киран Нараян Пхоби. Ну что ж, Ли Ван Сон и Киран Нараян Пхоби продолжают ждать, пока судьи допустят их по мосту. У нас продолжается, да, там у нас просмотры, по всей видимости, да. записи предыдущей схватки между Медетом Язбулаевым и Немани Лековичем. Между тем у нас по мосте А идут схватки девушек. Да, это Победу одержала Шафак Мамадова. как мы видим, Шафак Мамадова, представительница Азербайджана, одержала победу над Рукманес Альвита из Латвии со счетом 2-0. Ну и, соответственно, Шафак продолжает борьбу за золотую медаль. Ну а Сальвита спускается в группу Б, и она уже претендует только на бронзовую медаль. Ну что ж, спортсмены наконец-то занимают свои позиции. 90 килограмм. Киран Нараян Пхопи Асим и Ли Ван Сон. Платформ A. Weight category men up to 90 kilograms. Начинается схватка. Ровно стартовали спортсмены. Hungary. Энкаюм Асим, Пакистан. И 1-0. да, победу одержал спортсмен из Индии. На помосте Б. Ну, на опытный глаз можно посмотреть, что спортсмены, скажем, Киран Нараян Баби. по уровню подготовки уступает предыдущей паре, да, потому что уже технические действия, тут уже, скажем, передвижений нет по доске, да. Да, и мы отметим, что Киран Пхоби будет постарше своего соперника. Он 83-го года рождения. Ну а Ли Ван Сон 92-го. На 10 лет почти старше. Суриндер Кумар Кумавлад. Платформ A, please get ready. Если же в плане мастерства и опыта они примерно одинаково, во всяком случае представитель Индии в жизни побольше увидел. Ну что ж, но пока этот опыт позволяет ему вести в счете 1-0. Platform A, we invite to the platform Asim Kayum. Вторая схватка стартовала. Также, да, вот Вот, ровно да. начинает, и Пхоби в итоге вырывает палку 2-0. Со счетом 2-0 победу одержал Киран Скажем, Пхоби. спортсмены показали
классический мастер ДГ, который у нас был раньше, да, когда спортсменам не разрешалось двигаться по доске. Вот. На помост Б Да, вот статичная такая борьба, Да, да? статическая борьба. У нас в республике до 90-х годов 20 века вот, в основном соревнования и проходили вот We invited on stage B такой Без позиции, передвижений. без передвижений. Afghanistan. And Shprov Действительно, Lukashin, классическая Serbia. схватка, по итогам которой Киран Хаби со счетом 2-0 одерживает победу и продолжает вести борьбу в группе А. победу одержал Ричард Клем, Ли Ван Сон Венгрия. спускается в группу Б. Due to absence of У the нас number прошли все схватки весовой категории до 55 килограммов среди женщин. И продолжается борьба у мужчин весовой категории до 60. Сейчас у нас на помост выйдут представитель Афганистана Representative Шукрулла of the Фазили team. и представитель Сербии Лукашин Шпрох. Боковой судья Ефремов Юрий. на помост Дорогие друзья, и пользуясь этой небольшой заминкой, хотелось бы еще раз напомнить вам, что у нас первый соревновательный день стартовал с предварительных схваток. Предварительные схватки будут проходить до часу дня, потом у нас будет небольшой перерыв, после которого в 14:30 будет торжественная церемония открытия. Ну и самое интересное, финальные схватки и встречи за бронзовые медали стартуют в 16:00. По такому расписанию будем работать. on the platform A. Первый соревновательный день чемпионата мира. Adam Tucker, USA. Ну, Surrender Kumar вот Kumava. на помост вышел это уже второй спортсмен Сербии в данной весовой категории. По положению у нас разрешается дублирование On stage B, двух в одном весе. Islam Abdul Malikov, Uzbekistan, and Azamat Asanov, Kyrgyzstan. Ну и вот соперник представителя Сербии Шукрулла Фазили из Афганистана. On the next stage. Видим, как оба спортсмена очень сконцентрированы. Stop. Stage B, stop. Так, что у нас тут? Опять спортсменов судьи отправляют за пределы помоста, пока нам неизвестно по какой причине. Ну, Ну и у нас, давайте пока обратим внимание на помост А. спортсмен из Как красного мощно. угла очень резкий. Спортсмены Узбекистана и Киргизии, на сцену не выходите. Platform A. Мы ждем представителя Афганистана. Adam Tucker, USA. Слушайте внимательно объявление комментатора. Помост Б. Шукрулла Фазили, Афганистан. Лукашин Шпрох, Сербия. On stage Да, B, продолжается заминка на помосте Б. Ну а сейчас мы видим схватку между Адамом Такером из Соединенных Штатов Америки и представителем Индии Кумаром Сурендером Кумаватом. Тем временем на помосте А победителем объявляется спортсмен из синей стороны помоста Лукашин Шпрох, представитель Сербии. Азамат Асанов, Кыргызстан. Интересно, что там произошло. К сожалению, не успел обратить внимание. Может быть, нарушение. Узбекистан, Азамат Асанов, Спортсмен из Америки первой схватки показал очень такую сильную тягу. Агаев, Азербайджан. Видно, что он очень физически сильный. Platform A, please get ready. Думаю, что и во второй схватке у него больше шансов. Ну и вторая схватка также заканчивается Да. так же стремительно, как и первая. Адам Такер действительно демонстрирует чудовищную просто тягу. Такер, Соединенные Штаты Америки. Адам Такер 2-0 побеждает своего соперника из Индии и продолжает борьбу за золото турнира. Спортсмены из Америки, они очень сильные. Если вспомним вот чемпионат 2014 года, там был Мартин Лицис, да, который очень оказывал достойное сопротивление нашим спортсменам.
на весе 60 килограмм у нас. А это уже помост Б. Видим то, что Cristiano Antonio Render, Brazil. со счетом 1-0 у нас повел Азамат Асанов, представитель Кыргызстана. Его соперник в красном Ислом Абдумаликов Stage B из Узбекистана. is the first round. Is a score 1-0. Is a winner. В Киргизии тоже очень стремительно развивается мацрестлинг. Как мы помним, второй чемпионат мира 2 года назад проходил как раз в Кыргызстане. И спортсмен, да, тоже очень показал себя технически подготовленным. Очень резко потянул и Музуралиев, Кыргызстан. победил. Родриго Гонсалес. Да, ну и отметим, что Азамат Асанов на том самом чемпионате мира, который прошел у нас в Кыргызстане, на домашнем чемпионате мира, стал бронзовым призером. Также он является серебряным призером второго этапа Кубка мира 2017 года. Мусуралиев Эмиль. И пока он ведет со счетом 1-0 в этом поединке. Помост Б. Готовятся. Мария Мек, Эстония. Наргиз. Итак, а что у нас будет во второй схватке? О, И уверенно. да, уверенно побеждает спортсмен из Кыргызстана. Со счетом 2-0. Да, Азамат Асанов из Кыргызстана со счетом 2-0 одерживает победу над Исламом Абдумаликовым из Узбекистана. Это у нас На первый была взгляд последняя может схватка. казаться так, что спортсмены очень легко побеждают, быстро там, но за это короткое время они очень такие максимальные свои усилия проявляют. Поэтому нагрузки значительные, хоть и очень такие кратковременные, скажем. Platform A. Мусуралиев Эмиль 1-0. Очень красивая победа Азамата Асанова. И это была последняя схватка первого круга весовой категории до 60 килограммов. И вот по итогам можно сказать, вот Азамат и является, наверное, основным конкурентом нашему спортсмену Жене Удину. Да, действительно так. Если встретятся спортсмены, будет очень интересное противостояние. Да. И Азамат уже является опытным спортсменом, уже призером чемпионата мира. Поэтому будет очень интересно понаблюдать за их схваткой. Намсрай, Монголия. Это у нас представительница Эстонии. Она в красном Мария Мек. И, соответственно, в синем ее соперница из Азербайджана Наргиз Ибрагимова. Начинается схватка. Так, судья. Да, представительница Эстонии выходит победительница из дебютной схватки 1-0. И хотелось бы отметить еще раз для наших телезрителей то, что после этой пары на помост выйдет представительница сборной команды России Саина Седалищева. Ей предстоит встретиться со спортсменкой из Монголии. Ну а пока, конечно, мы... В этой весовой категории тоже очень сильные спортсменки Украины. Ирина Заславская и Анастасия Ивченко. На мой взгляд, вот эти спортсменки могут оказать вот сопротивление нашей конкуренции нашей Саине Седалищевой. Да, конечно, очень интересно будет наблюдать за состязанием в этой весовой категории. Конечно же, отдельно будем следить за выступлением Саины. Ну и Мария Мек сейчас имеет возможность выиграть этот поединок. Итак, Так, начинается вторая схватка Спортсмен атакует и со счетом да. 2-0. Мария Ви- Мек. видно, что по тяге, да, она превосходит свою соперницу и вытянула, и довела схватку до победы. Да, хотя стоит отметить, что ее соперница, да, из Азербайджана имеет впечатляющий послужной список. Третье место на чемпионате Европы 2018 года, также третье место на всемирных играх кочевников. Первое место на фестивале стран СНГ, первое место
место на чемпионате Азербайджана последних 2 лет. Но несмотря на весь этот послужной список, Мария Мек из Эстонии, спортсменка 89-го года рождения, за счетом 2-0 одержала победу. Саина Седалищева, Russia. Ну и видим на повторе, как Мария добилась победы в этой схватке. Ну и сейчас всего внимание, конечно же, на помост Б. Остаемся там же. Саина Седалищева сейчас встретится с представительницей Монголии Янхтуа Намсраи. Ну, Саина, она опытная спортсменка. Уже несколько лет является лидером сборной команды России. Очень быстрая спортсменка, On stage скажем B, так. be ready. Поэтому Заславская, Украина. может побеждать и Мамми Кемпайнен. спортсменок, которые, скажем так, превосходят ее по физическим параметрам. Надеюсь, она... Ну и видим, как легко, да, дается первая схватка. Да. Ну, наверное, очень приятно, да, нашим спортсменам выступать на домашнем чемпионате мира, тем более, если это представитель еще и якутской школы масс-рестлинга. Вдвойне приятно, конечно, выступать, когда так хорошо тебя поддерживают на домашней арене. Ну и повтор, как кажется, да, визуально, что без особых усилий Саина одерживает победу. Но и отметим, что ее соперница Ихтуза из Монголии является чемпионкой своей страны. Опять-таки представительница не указала, какого именно года. Ну и вторая схватка также заканчивается уверенной победой Саины. 2-0. Саина Седалищева побеждает. Да. И сейчас в следующей паре у нас выйдет спортсменка из Украины. Вот интересно будет понаблюдать, в какой спортивной форме спортсменки Украины. Потому что, на мой взгляд, основные конкурентки Саины вот именно спортсмены Украины. Ну, я думаю, наши дорогие телезрители прекрасно сами слышали, как тепло приветствуют успехи спортсменов сборной России, трибуны триумфа. Ну, действительно, радует, конечно, победа наших спортсменов, тем более, если они такие уверенные, как в этом случае. И со стартом мы видим, да, вот спортсменка выполнила прием, технический прием стойка, который, скажем так, женщинам сложно выполнить этот технический прием, потому что требует очень больших силовых усилий, скажем. Но, как мы видели на повторе, прекрасно с этим справилась Да, Саина. прекрасно сделала. Ну и сейчас на помосте Б мы, как отметили, да, увидим выступление, возможно, одной из основных конкуренток Саины, представительницы Украины Ирины Заславской. Ее соперницей будет Мамми Кемпайнен из Финляндии. Вот Ирина на ваших телеэкранах выходит на помост. Ну, да. Финляндия славится своими этими сильными, скажем, спортсменами, поэтому все может быть в этой схватке. Да, и видим, что Ирине Заславской секундирует Марина Федоренко, прославленная якутская спортсменка, мастер спорта России по масс-рестлингу и пауэрлифтингу. К сожалению, ей не удалось пройти квалификацию на этот чемпионат мира, и она вот помогает нашим спортсменкам, и в том числе представительнице Украины Ирины Заславской. Ирина является победителем 2-го и 3-го этапов Кубка мира 2017 года. Завоевала она также серебряную медаль на чемпионатах Украины 17 и 18 годов. Согласитесь, дорогие друзья, вполне приличный послужной список. Но что касается ее соперницы Мимми Кемпайнен из Финляндии, в графе достижения у нее ничего не написано. Итак, весовая категория до 75 килограммов. Первая схватка. Уверенно Ирина берет первую палку. Как и предполагали, да?
Ирина побеждает в первой схватке. Ирина Заславская, Украина. On stage B, Не просто так сила побеждает, а уже там выполнила передвижение по доске, отошла как бы от прямой тяги своей спортсменки и вытянула. Ну вот, кстати, вот показали Марину Федоренко. Вот они ранее встречались. Марина вот участвовала как раз в этой весовой категории раньше. Поэтому, скажем так, уже помогает, секундирует Видимо, своим соперницам. да. ранее, да. Там и начали вот слаживаться, да, вот дружеские отношения. Да. И вот сегодня выступает в качестве секундантки Марина. Кстати, в рамках чемпионата мира проходила выставка, творческая выставка, и Марина Федоренко проявила себя не только как спортсмен, но и человек творческий, выставила на свои картины. Это уже вторая выставка. Ведем счет, да, вот узнаем про успехи спортивной Марины, ну и вот теперь ведем счет уже успехов творческих. Ну что ж, возвращаемся к схватке Ирины Заславской и Мимми Кемпайнен. Может, ударение неправильное я поставил. Ну что ж, вторая схватка. Спортсменки тоже очень грамотно пришли в угол. И Помост А со счетом 2-0. Ирина Заславская очень грамотно работает против захвата своей соперницы и победила со счетом 2-0. Да, поздравляем Ирину. Очень красивая и уверенная победа представительницы Украины. on stage B, the score is 2-0. The winner is Irina 2-0. Zaslawskaya, Ukraine. Победа Ирины Заславской. Как мы уже отмечали, да, может, это, пожалуй, основная конкурентка в этой весовой категории нашей Саины. Шамрай Сахтар. Ну и повтор. Platform A, we invite Zolotic Arturs, Latvia, and Akhtar Shamrai, Pakistan. Помост Б приглашаются Александр Краснов, Казахстан. Дорогие друзья, сейчас давайте останемся на помосте Б. Нас ждет выступление тяжеловесов. Это всегда очень интересно. Выйдут спортсмены весовой категории до 125 килограммов. И вот наши спортсмены уже готовы начать эту схватку. И видим то, что Краснов, представитель Казахстана, В очень силовом стиле, Да. скажем, да, по прямой вырвал палку. и повел в счете 1-0. Александр Краснов. Является он мастером спорта. Тоже один из, пожалуй, самых таких интересных и сильных спортсменов этой весовой категории. Является бронзовым призером чемпионатов мира. Также занимал призовые места на третьих всемирных играх кочевников. Представляет он Казахстан. Опытный атлет, 86-го года рождения. Ну и посмотрим, что сможет противопоставить Краснову представитель Грузии во второй схватке. Со счетом 2-0. Итак, тоже видим в том же стиле Да, в том же стиле, в силовом. Александр Краснов со счетом 2-0 побеждает в этой встрече. Ну и получает свою порцию аплодисментов представитель Казахстана. The winner, score is 2-0. Очень уверенная победа. Казахстан. Ну и дальше на этом же помосте ждем выхода Давида Энтони Нортона. Это у нас представитель Германии. И его соперником будет Доминик Юхас из Венгрии. Ну и сейчас имеем возможность увидеть в замедленном действии, как же Александр Краснов здорово победил в этой схватке. Дорогие друзья, сейчас, конечно же, мы перейдем на помост А. Выходит представитель сборной команды России Павел Черноградский. Он уже находится у помоста, получает последние наставки от Николая Константинова, главного тренера сборной команды России. Его соперник Изатулло Хусенов, представитель Таджикистана.
Вот Павел на ваших телеэкранах. Безусловно, один из лидеров. Да, Павел Черноградский является капитаном сборной команды России, и он двукратный чемпион мира. И сейчас имеет все шансы стать трехкратным. Да, безусловно, это главная цель Павла на этот чемпионат, на домашний чемпионат мира. Ну, я думаю, все заслуги Павла мы не успеем даже озвучить. И Павел, здорово! 1-0. Да, Павел очень физически сильный. Что, в принципе, мы увидели, да, в первой схватке? Это даже видно по его физическому развитию, скажем, да. Но помимо всех достижений в масс-рестлинге, если не ошибаюсь, Павел еще является мастером спорта России по пауэрлифтингу. Если я не ошибаюсь. Многогранный спортсмен. Ну да, скажем, масс-рестлинг требует, чтобы спортсмен был очень физически сильным, поэтому очень, ну, скажем, успешно выступают спортсмены из таких силовых видов спорта, как вот, вы заметили, пауэрлифтинг, стронгмен, да. Но все равно вот как отдельный вид спорта он имеет свои особенности. Вот эти особенности надо всегда учитывать при подготовке. Если вот это все правильно учитывать, и тогда приходит успех. 2-0. Павел Черноградский здорово побеждает своего соперника и продолжает борьбу за золотую медаль весовой категории до 90 килограммов. Ничего не смог противопоставить именитому представителю сборной команды России Изатулло Хусенов из Таджикистана. Молодой парень, кстати, 96-го года рождения, Изатулло. Ну и Павел подтвердил статус лидера. Ну, в этой весовой категории всего у нас сколько, 19 спортсменов, поэтому еще предстоит много схваток, чтобы доказать, что ты лучший на сегодняшний день в мире. Да, конечно. Заметили, наверное, у Павла на руках накладки, молодовники. Они предназначены для того, чтобы спортсмен защитил свои мозоли, чтобы не отошли. К сожалению, вот такие травмы встречаются у нас в масс-рестлинге, и вот такие специальные накладки используют спортсмены. Да, конечно, как любой вид спорта, силовой вид спорта, тут, конечно, встречаются различного рода травмы. И очень хотелось бы, чтобы чемпионат мира прошел без каких-либо серьезных повреждений, чтобы все спортсмены были здоровы и показали свое лучшее выступление. И тем самым украсили наш чемпионат мира. Помост А у нас дальше сейчас выходит на спортивную арену представитель Туркменистана Алламырат Шамурадов. И против него выйдет представитель Венгрии Имрен Норберт Дусноки. На ваших телеэкранах Шамурадов Алламырат. Традиционное приветствие. Напоминаем вам, что это весовая категория до 90 килограммов. Да, там в Венгрии у нас тоже проходили международные старты. Венгрия тоже очень активно развивает масс-рестлинг. Спортсмен в красном Алламырат Шамурадов, 97-го года рождения, молодой спортсмен. И видим, как его соперник из Венгрии уверенно, да, берет первую палку. Эмоционально празднует успех в первой схватке. И вот. Да, вот такие моменты и украшивают, красят, скажем, наши соревнования. Да.
Ну и прекрасно помним, да, как на первом чемпионате мира тоже вот некоторые спортсмены очень эмоционально, крайне эмоционально праздновали успехи. Играли так с публикой, да, и, конечно, это приветствовалось со стороны зрителей. Уже приз зрительской симпатии автоматически вручался этим, таким ярким спортсменам. Всегда тепло очень встречают таких ребят. Ну, и видим. Ну, скажем, одна из особенностей масс-рестлинга в том, что он очень быстрый, да, поэтому спортсмен должен выйти весь мобилизованный. И в нужный момент, в нужную секунду Да. прям взорваться. Тут у тебя нету шанса, что потом я по ходу схватки там взорвусь или там, Все здесь и сейчас. да. Вот старт упустишь и все, скажем. Во. И вот с каким криком настоящего зверя представитель Венгрии со счетом 2-0 одерживает победу. Ну и то, о чем мы говорили, да, очень тепло встречают представителя Венгрии трибуны. Ну, очень колоритный, конечно, Да. спортсмен. Пожелаем ему успехов в дальнейшем. Да, Имре Норберт Дусноки, представитель Венгрии, побеждает, ну и порадовал. Не только вот своим выступлением, но и такими вот своими эмоциями. Но несмотря на все старания Алламурата Шамурадова, сильнее в этой схватке оказался Имре Норберт. Со счетом 2-0 победу одержал Иван Галкин, Россия. А на помосте Б Иван Галкин победил соперника и проходит дальше. Иван Галкин очень интересный спортсмен. Всего 20 лет ему, если не ошибаюсь. Он буквально ворвался в элиту мирового масс-рестлинга, не только российского. В этом году за 1 год многое сделал. Является абсолютным чемпионом страны, также победителем международного турнира во Владивостоке. И он вот в 20 лет дебютировал на тоже домашнем чемпионате мира. Пожелаем удачи нашему тяжеловесу. Будем внимательно наблюдать за его выступлением. Ну а сейчас у нас на помосте А выходит следующая пара. Видим мы повтор объявления победителя предыдущей схватки Имре Норберт. Еще раз поблагодарим его. Ну а сейчас на ваших телеэкранах Ильяс Кадыров, представитель Узбекистана. Он ближе по телевизионной картинке в синих шортах. И его соперник в красных шортах, представитель Германии Андре Зельтман. Вот как раз-таки представители Германии. Судя по татуировкам, тоже достаточно колоритный молодой человек. Итак, Андре Зельтман, Германия, и Ильяс Кадыров, Узбекистан. Андре Зельтман в анкете указал, что является чемпионом Германии. Ну, к сожалению, какого года не написал. Полагаем, что действующий. Но, тем не менее, Ильяс Кадыров. Да, он очень грамотно использовал, скажем так, ошибку своего соперника. Чуть неправильно поставил ногу спортсмен. И, Ильяс тут же воспользовался. да, Ильяс тут же воспользовал этот момент. Ну и повтор этого момента. Ну да, моментально перетянул на свою сторону. Очень яркая победа в первой схватке в исполнении Ильяса Кадырова. Посмотрим, что будет во второй. Итак, дается команда и Физически как Зельтман все-таки, да? 1-1. спортсмен из Германии физически он как бы превосходит своего соперника. И если сам не ошибется, то у него шансов больше, скажем, победить. И хват будет выбирать представитель Германии. Имел я удовольствие пообщаться с сокомандником Андре Зельтмана, Майклом Германом
тоже из Германии. Он говорил то, что прилетела его команда в составе 5 человек, если не ошибаюсь. И в общении в рамках эфира, да, прямого эфира телепередачи «Спортклуб» представитель Германии сказал то, что мы приехали побеждать и побеждать российских спортсменов. Но сказал это с улыбкой, но я думаю, все равно настроены ребята, конечно же, только на успех. И пока его сокомандник Андре Зельтман, ну не то чтобы идет к успеху, но по крайней мере сравнял, да, положение в этой схватке 1-1. Да. Конечно, все сейчас спортсмены, которые выходят на спортсменов в нашей стороны, они, скажем, стремятся, да? Скажем, у них больше мотивация. Но есть материал, над которым можно работать, изучать видеоматериалы. Одно дело, когда сражаешься с именитым чемпионом мира, а другое вот безызвестным, да? Ну что ж, ай-яй-яй-яй-яй. Да, вот в техническом плане вот Зельтман тоже допустил ошибку, и этим грамотно воспользовался его соперник. Ну, И если... в этом тоже, скажем, особенность, да, масс-рестлинга. Если ты даже физически уступаешь, то можешь за счет техники побеждать. Поэтому это тоже, скажем, плюс для вида спорта. Да, ведь масс-рестлинг это Не только побеждает, грубая да, не только грубая сила, да. но и, конечно, еще и тактика, мышление, техника. Ну и Андрей Зельтман спускается в группу Б. Кстати, много шуток было в социальных сетях, то что Андрей, ну, фотография Андрея Зельтмана вот, распространялась в социальных сетях, говорили то, что Конор Макгрегор прилетел в Якутск. Ну, это не Конор Макгрегор, это Андрей Зельтман из Германии. И он продолжит борьбу за бронзовую медаль в группе Б. Ну и, соответственно, Ильяс Кадыров продолжит выступать в группе А. На помосте сейчас, по всей видимости, выходят у нас женщины весовой категории до 85 килограммов. Да, все правильно. И мы видим то, что у нас вышли Анжелика Карюка из Польши и представительница Канады Бейли Дешене. Отметим, что секундирует в синем углу Сардана Осипова. Тоже именитая наша спортсменка. Ну, спортсмены из Польши регулярно участвуют на международных стартах. Они были в первом чемпионате мира. Были у них и очень сильные спортсменки женщины. Итак, все готово для начала этой схватки. И, по всей видимости, Дешене здорово стартовала. И получится ли развить этот успех? Да. Да. 1-0 Дешене. Спортсменка из Канады очень активно начала работать со старта и не оставила шансов своей сопернице. Да, если говорить о спортсменке в красных шортах, Карюка Агнешка, представительница Польши, является бронзовым призером Кубка мира 2015 года и также обладательницей бронзовой медали чемпионата Европы 2016 года. Из свежих результатов в анкете ничего не указано. Ну и в замедленном действии видим, как Бейли Дешене вырывает первую палку. Еще раз отметим то, что это у нас весовая категория до 85 килограммов. Состязания среди женщин. Как мы уже говорили, в первый соревновательный день чемпионата мира мы увидим выступления спортсменов в 6 весовых категориях. Ну и, соответственно, завтра также
будет у нас 6 весов. Итак, Карика Польша и Дешане Канада. Счет 1-0 в пользу представительницы Канады. В этом весе нашу команду будет представлять Кристина Кочекосова, спортсменка из Кабардино-Балкарии, чемпионка России этого года. Да, с нетерпением, конечно, ждем выступления Кристины. Ну а пока у нас стартует вторая схватка и... Также спортсменка из Да. Канады в активном таком стиле побеждает. Видно, она по своим физическим таким качествам превосходит свою соперницу и не оставит никаких шансов. Ну и видим, очень-очень рада Бейли, конечно. Интересно, там она вынула капу или мне показалось. Очень интересно. Ну и Сардана Осипова уводит за кулисы свою спортсменку. Ну и вот видим, как старалась Агнешка Карика из Польши. Но этого не хватило для того, чтобы выиграть. Итак, представительница Канады Бейли продолжает борьбу за золото. И Агнешка у нас спускается в группу Б. Со счетом 2-0 победу одержал Матрик Наварра, Чешская Республика. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас на этом же помосте выходит представительница Украины Иванна Михайлюк и представительница Узбекистана Олеся Гуреева. Приглашаются Иванна Михайлюк, Украина. Ну, вот эти обе спортсменки, опытные спортсменки, они уже не раз участвовали на международных соревнованиях. И Иванна Михайлюк, двукратная чемпионка Украины 16 и 17 годов, бронзовый призер чемпионата мира 16 года, бронзовый призер Кубка мира 17 года. У Олеси Гуреевой также очень впечатляющий послужной список. Вернемся к этому немножко позже, пока Гуреева делает счет 1-0. Ну и Олеся Гуреева, да, вот как раз таки выиграла. И, пользуясь этим, давайте взглянем на ее послужной список, на ее достижения. Бронзовая призерка чемпионата мира. Серебряная призерка чемпионата мира 16 года. Побеждала она также на соревнованиях Арнольд Классик. Ну и добавила тут то, что является мастером спорта по пауэрлифтингу. да, вот она очень опытная спортсменка и, скажем так, основная такая конкурентка нашей спортсменки. Ну и на повторе видели, как Олеся очень уверенно взяла первую палку. Судья внимательно следит за расположением ног спортсменок. Дана команда старт и потихонечку продолжает вытягивать в свою сторону Гуреева. И да, здорово сместилась и вырвала палку. И со счетом 2-0 победу одержала Олеся Гуреева, представительница Узбекистана. Ждем объявления. И сейчас ждем представительницу сборной команды России Кристина Кочекосова. Ну, а перед этой схваткой мы видим повтор, как же Олеся добивалась успеха в этой схватке. Видим, как здорово переместилась в правую сторону, вывела из равновесия свою соперницу. Ну и да, дорогие друзья, думаю, вы слышите, как диктор приглашает на помост представительницу сборной команды России Кристину Кочесокову. Ее соперницей будет Яна Васкова из Словакии.
Еще раз поздравляем Олесю Гурееву с этим успехом. Ну и сейчас все внимание обращаем на следующую пару. Да. Кристина, как я уже говорил, она представляет Кабардино-Балкарию. Но я знаю, она очень много скидывала. Посмотрим, как она успела восстановиться. В интервью Кристина всегда вот отмечает то, что очень приятно выступать при родных стенах. Она на чемпионате России в ее родном Нальчике одержала победу. И вот примечательно, что чемпионат мира теперь уже, да? И тоже в России, в Якутске. Ну, очень настроена ее соперница. По глазам видно, да? Да, и здорово Васкова стартует. Да. Ну что ж, 1-0 представительница Словакии выходит вперед. Да, очень физически сильная соперница. Со старта было видно, что Кристина попыталась в защите работать. Стойка ее, вот, исходное положение до старта, она была такая низкая, скажем, да. И эта тактика не принесла ей успеха в первой схватке. Надеюсь, она что-то изменит. Тренеры подскажут. Да, усложнилась, конечно, задача Кристины, но впереди еще как минимум одна схватка. И видим, как же, да, вот заряжена соперница Кристины Яна Васкова. Да. У Кристины, по идее, очень хороший захват. Она, если, скажем, более такая продолжительная схватка будет, у нее шансы повысятся. Но я, как уже отметил, она очень много скидывала, и вероятно то, что она еще не успела восстановиться. И надо сейчас уже... Итак, все готово для старта второй схватки. Видно, что Кристине тяжело напрямую состязаться вот физически. Да, очень сильная спортсменка, скажем, нашей спортсменке не хватило чисто физической силы, скажем. Да, и к нашему сожалению, Кристина проигрывает и спускается в группу «Б», ну а продолжает бороться за золото у нас Яна Васкова на ваших телеэкранах, представительница Словакии. И как мы отмечали, да, что в начале эфира, что не все так будет просто нашим спортсменам. Вот первая наша спортсменка, которая, к сожалению, в первом круге потерпела поражение. Ну что ж, видим на повторе вот то, о чем мы говорили, да, как же все-таки заряжена Да. представительница Словакии. Ну и в силовой манере она добилась успеха в противостоянии с представительницей команды России Кристиной из Нальчика. Ну что ж, все равно, по крайней мере, у нас Кристина продолжает бороться за бронзовую медаль чемпионата. Пожелаем ей успеха в этом. И сейчас выходит на помост следующая пара. Ванесса Дэвид из Венгрии и Назия Малибашева из Кыргызстана. Да, вот 85 килограмм женщины, очень сильные спортсменки. Мы до этого видели, вот как Олеся Гуреева, да, очень тоже в таком силовой манере победила. Вот сейчас вот Васкова победила. Ну что ж, спортсменки занимают позиции. И в скором времени начнется схватка. Так, и спортсменка из Венгрии побеждает первую схватку. Да, Ванесса Дэвид выходит вперед. Видно, тоже очень физически сильная спортсменка.
Ну и видим то, что, я думаю, обратили все внимание у нас. На помосте работает судья из зарубежья. У нас международный состав не только участников, но и судейской коллегии. Как мы уже говорили, в общей сложности 52 судьи задействовано на этом чемпионате мира. И главным судьей является представитель Казахстана Павел Фетисов. Ну что ж, вторая схватка сейчас у нас начнется. Пока что Ванесса Дэвид из Венгрии ведет в счете 1-0. Да. И во второй схватке тоже она вытягивает палку на свою сторону, работает. По-немецки подсказывают, да, вот, работай, видимо, представительницы Венгрии. И Вроде бы имела преимущество, но за счет своих вот таких, за свои тоже ошибки она проиграла. Platform A, the score is 1-1. представительница Казахстана сравнивает счет, и еще она будет выбирать хват. On stage B is a winner, Nemanja Lekovic. Пока что все очень удачно складывается для представителей Кыргызстана. Я имею в виду именно эту схватку. Посмотрим, что из этого получится. Да, и у спортсменки Кыргызстана, если она тоже в такой манере будет работать, то у нее появятся шансы, наверное, когда схватка более продолжительная. Видно, что спортсменка защитный стиль такой выбирает и использует ошибки соперницы. Да, пока мы не видели, да, такой борьбы, которая продолжительная, упорная, ну, в плане времени, да, такую длительную схватку мы пока еще не видели, но ближе к заключительным поединкам, я думаю, Да. мы все-таки увидим такое противостояние. Вот как раз вот она ногу передвинула, но при этом туловище вот наклонила и упала. Но это, на взгляд, вот кажется очень просто, да. Они же уже, скажем, секунд 20 сидели в напряжении, человек уже устает, и такие ошибки уже. Сейчас тоже вот со старта берет спортсменка из Венгрии. И Ну и все-таки Ванесса Дэвид выходит победительницей из этого противостояния. Представительница Кыргызстана, конечно, отметим, очень старалась, но все-таки Ванесса Дэвид 2-1. Scoring 2-1. The winner is David Vanessa, Hungary. Ну и видим радость на лице представительницы Венгрии. Ну что ж, и нас с вами ждет заключительная схватка в этой весовой категории в весе до 85 килограммов, где мы увидим выступление американской спортсменки и представительницы Казахстана. Ну а пока мы видим в замедленном действии, как Ванесса Дэвид вырывает вторую палку, и в очень интересном и зрелищном противостоянии выходит победительницей. Соединенные Штаты Америки, Дарья Нестерова, Казахстан. Platform A, Meritul Kane, United States. Ну что ж, уже на помост приглашается последняя пара этой категории. У нас Мэритул Кейн из Соединенных Штатов Америки встретится с Дарьей Нестеровой из Казахстана. На ваших телеэкранах Мэритул Кейн из США. И ее соперница Дарья Нестерова. На помост Б приглашается Медет Есбулаев, Казахстан. Нирян Это весовая категория, напомню, до 85 килограммов. On stage B, we invited Medет Есбулаев, Kazakhstan, and Kiran Narayan, Bopin, India. так, тут интересно будет понаблюдать. Спортсменка из Казахстана, она более, скажем так, высокого ростом, да, чем своя соперница. Вот, в масс-рестлинге, но
Но видим, как да. Мэри Кейн очень сильно здорово стартует и буквально вырывает палку. До этого мы видели тоже спортсмены из США, они очень в таком стиле, да, взрывном, скажем так, стиле побеждали. И не исключением стала тоже вот представительница Америки в этот раз. Serbia and Azamat Asanov, Kyrgyzstan. Мэри Кейн, спортсменка 79-го года рождения. Она на зональных соревнованиях Соединенных Штатов завоевывала золотые медали и отметила то, что является профессиональным бодибилдером. Такие интересные спортсменки принимают участие на нашем чемпионате мира. Ну что ж, посмотрим, что сейчас сможет противопоставить Нестерова во второй схватке. Так, дана команда старт, и Мэри Кейн также уверенно вырывает палку и со счетом 2-0 побеждает в этом поединке. Мэри Тул Кейн, представительница Соединенных Штатов Америки, на ваших телеэкранах празднует свою победу. Продолжает она борьбу в группе А. А ее соперница Дарья Нестерова. Видим то, что да, расстроена спортсменка из Казахстана. Она спускается в группу Б. Очень интересно будет понаблюдать во втором круге за этой весовой категорией, потому что соперницы все очень физически сильные. И кто победит, однозначно уже нельзя. Но я думаю, сейчас мы вернемся на помост Б. As the first round winner is Vedat Yazbulayev, Kazakhstan, stage B, 1-0. Там у нас уже прошли схватки весовой категории до 60 килограммов среди... Так, давайте разберемся. Да, это у нас, если не ошибаюсь, весовая категория до 60 килограммов мужчины. Это у нас второй раунд уже, второй круг идет. И Киргизия, да? мне кажется, то, что да, Медет Язбулаев, представитель Казахстана, одерживает победу над соперником из Индии Кираном Нараяном Хоби. Vedat Yazbulayev, Kazakhstan. Мы уже видели обоих спортсменов ранее в первом круге. И таким образом Медет Язбулаев у нас идет дальше. Это уже вторая победа у него получается, да? Да, вторая победа на этом чемпионате мира. Медет Язбулаев очень здорово продвигается по турнирной сетке. Представитель Казахстана. И сейчас должен выйти спортсмен из Кыргызстана. Да, Азамат Асанов, и его соперником будет представитель команды Сербии Шпрох Вукашин. Это у нас уже весовая категория до 60 килограммов. Имеем мы возможность видеть в замедленном действии, как представитель Казахстана одержал победу в этой схватке. Lukash Shprok, Serbia, and Azamat И мы Asanov, слышим то, что Kyrgyzstan. уже приглашают следующую пару на помост. Первым выходит Лукашин Шпрох, представитель команды Сербии. И следом за ним выходит из Кыргызстана Азамат Асанов. В первом круге Азамат оставил очень хорошее впечатление. Очень таком ярком, технически грамотном плане победил своего соперника. Сейчас посмотрим во втором круге. Представитель Сербии на ваших телеэкранах. На заднем плане видим и Азамата. Итак, спортсмены выходят на помост. Поприветствовали друг друга.
И все готово для начала этой схватки. Вукашин Шпрох, представитель Сербии, 94-го года рождения. Азамат Асанов, представитель Кыргызстана, на 3 года старше будет своего соперника. Бронзовый призер чемпионата мира домашнего. И здорово Азамат Да. вырывает первую палку и делает счет 1-0. Спортсмен из Сербии Чуть не переступил, да? Да, переступил за доску, потом одумался, передумал. У нас, у спортсменов не принято вот переступать за доску упора. Сразу извинился и другим путем пошел, да? Да. Ну, очень приятно, что чтят обычаи и традиции нашего вида спорта и в других странах. Напомним, в этом весовой категории команду России представляет Удин Евгений. Он уже одержал 2-ю победу. И, на мой взгляд, вот именно Азамат Асанов является Основным конкурентом, да? основным конкурентом нашему спортсмену. Ну, при разговоре Евгений тоже, я спрашивал у него, да, он указывал, что есть сильный спортсмен из Кыргызстана. Поэтому спортсмены знают друг друга, уже, скажем, готовятся. И вот, да, в очень хорошем стиле, тоже приемом стойка. И Азамат Асанов со счетом 2-0 побеждает в этой схватке. Поздравляем представителя Кыргызстана. И турнирная сетка, как мне кажется, если все нормально будет, Удина и Азамата в финале мы увидим, наверное. On stage B, Azamat Если Asanov, все нормально. winner of this game. The score is 2-0. Конечно, возможен такой расклад. Было бы очень интересно на это посмотреть. Ну и Азамат принимает поздравления. Приглашается половин Бат Индия, Саудита Рухманы, Латвия. We invite to the platform A, Бат Половин Индия. Дорогие друзья, отметим для тех, кто, может быть, только что к нам присоединился. У нас идет предварительные схватки третьего по счету чемпионата мира. Предварительный у нас раунд будет идти с 9 до часу. И потом первый соревновательный день чемпионата мира продолжится после церемонии открытия, которая у нас начинается в 14:30. И вечером в 16:00 нас ждет самые интересные финальные поединки и схватки за бронзовые медали. Nargiz Ibrahimova, Azerbaijan, and Ekhturian Amsray, Mongolia. Так, сейчас у нас на помост Б вышли спортсменки весовой категории. Сейчас мы разберемся. Это у нас весовая категория до 75 килограммов. Наргиз Ибрагимова. Спортсменка Монголии, да? Да, и представительница Намсраи, представительница Монголии. Готовятся Анастасия Ивченко, Мария Мех. Равная борьба, но в свою сторону помаленечку вытягивает представительница Монголии, но примерно выравнивается. Пока спортсменка Положение. очень грамотно сидит, но слишком много отдала, скажем так. Да. И Намсраи из Монголии делает счет 1-0. It's the first round. Winner is Ekhturian Amsray, Если Mongolia, даже вот в 1-0. защитном стиле работаешь, то стараться надо не слишком много отдавать палку на сторону соперника. Половин Бат Индия. The winner is Бат Половин Индия. Помост А. Смена судейской бригады. Цуканов Владимир Арсеньевич, руководитель помоста. Ну что ж, и сейчас мы видим в замедленном действии, как представительница Монголии вырвала победу
и сделала счет 1-0. Помост А. Арбитр. Продохдоков Василий. Россия. Международная категория. Боковой судья. Стоп. Народ. Арбитр. Глубже металл. Россия. Итак, Национальная категория. Боковой. вторая схватка стартует уже сейчас. О, хорошо, начала схватку спортсменка из Азербайджана. Судья дает ему замечание за то, что она упирает палку об доску. Регина Муляшева, Узбекистан, и Наталья Черноградская, Russia. Но не сдается нам Сраи. Да. Спортсменка. И все-таки представительница Монголии делает счет 2-0 и празднует успех в этом поединке. Счетом 2-0 победу одержала Эклюя Намсрай, Монголия. Принимает поздравления монголка. As a winner, Ektuya Namsrai, Во второй схватке она Mongolia, уже the поменяла score is тактику, 2-0. скажем, дала поработать первым номером своей сопернице. И потом уже, когда спортсменка немножко подустала, вырвала палку. На помост приглашается Анастасия Видим, как радуется спортсменка. Мария Мек, Эстония. As a stage B, second round, Group A. Ну и посмотрим в замедленном действии. Anastasia Ivchenko, Ukraine, and Maria Mek, Estonia. Помоста готовятся. Аида Мишель Ева, Еще раз поздравляем представительницу Монголии с этой победой. становится счет, ведет Наталья Черноградская. Тем временем на помосте А Да, на помосте А выступает спортсменка сборной команды России Наталья Черноградская и ведет эту схватку. Пока счет 1-0. Ну что ж, возвращается на помост Наталья. Видно, сразу Наталья очень настроена. Очень сильная спортсменка. Наталья, она тоже является мастером спорта по пауэрлифтингу. Ну и сейчас, конечно, будем переживать за Наталью, болеть за нее. On the stage B, be ready. Попыталась сразу со стойкой вырвать, но немножко не получилось. И тягой по низу вырвала Наташа победу. Резво стартовала Наталья и вырвала победу. Одержала очень красивую победу в этом поединке. Принимает поздравления Наталья. Поздравляем Наталью с этой победой. Ну и ждем побед в последующих встречах. С Натальей работает ее личный тренер, это Алексей Агапов, один из наших ведущих тренеров. Аида Мишель Ева, Роя, Соединенные Штаты Америки. Ну и видим, как Наталья празднует. Видим то, что Наталья находится в прекрасной физической форме. Анастасия Ивченко. Ждем дальнейших успехов от представительницы команды сборной России. Anastasia Ivchenko. Ну и, дорогие друзья, напоминаем вам о том, что у нас идет первый соревновательный день чемпионата мира. Завтрашний день соревновательный пройдет примерно по такой же программе. У нас с 9 до часа будут предварительные схватки. Ну и финалы стартуют завтра немножко позже, в 16:40. Сегодня же решающие схватки у нас начнутся ровно в 16:00. Всех приглашаем в Центр спортивной подготовки «Триумф».
Но тех же, кто не сможет, не имеет возможности посетить арену, вы можете посмотреть нашу трансляцию. Мы будем работать в прямом эфире, показывать весь турнир. Так, очень интересная схватка у нас идет. Равная борьба пока что. Так, и победу в первой схватке одерживает спортсменка из Америки. Аида Мишель, Диего Арроя, Соединенные Штаты Америки. Score is 1-0 in favor of Aida Michelle Diego Arroyo, United States of America. Ну что ж, со счетом 1-0 ведет представительница Соединенных Штатов. Она очень показала такой, скажем, в защитном стиле, очень хорошо поработала. Дала поработать сопернице. И под конец Итак, вторая схватка у нас. Стартует с минуты прямо сейчас. так тоже, как в первой схватке, преимущество у спортсменки из синего угла помоста. И сравнивает счет. 1-1. Еще сравнивается 1-1. Score is И even on тепло platform приветствует 1-1. это действие трибуны. Счет равный 1-1. У нас Диего Арроя Аида Мишель из Соединенных Штатов вела в счете, но представительница Азербайджана смогла сравнять счет. И нас с вами ждет решающая схватка. Итак, дорогие друзья, весовая категория до 55 килограммов. Второй круг. В красных шортах представительница Соединенных Штатов Америки Аида Мишель Диего Арроя. Вот она на ваших телеэкранах. И ее соперница Шафак Мамадова. Видно, что уже девушки подустали. Уже, скажем, третья схватка. Ну и сейчас надо, конечно, Да. выложиться полностью. И сейчас уже кто выносливее, да, скажем, Да. кто будет преимуществовать. Победит тот спортсмен, который более выносливый и у кого воли к победе больше. Работает спортсменка из Азербайджана. Зрители все ее поддерживают. Но держится пока представительница США. И да, Шафак Мамадова получает эти бурные аплодисменты. Трибуны очень поддерживали эту спортсменку. И со счетом 2-1 представительница Азербайджана Шафак Мамадова побеждает в этой схватке и продолжает борьбу за золото турнира. Видим, как Шафак очень радуется этому успеху. Делится она своей лучезарной улыбкой со всеми болельщиками, которые находятся на трибуне. Ну и с вами, дорогие друзья, нашими телезрителями. Еще раз давайте посмотрим в замедленном действии. Смена судейской бригады. Очень эмоционально, да, проходят схватки среди женщин. Николай Хлопков, Россия. Ну и Очень крик интересно радости. понаблюдать, да, за схватками женщин бывает. Второй круг, группа Б. Мужчины, весовая категория 90 килограмм. На помост приглашается Суриндер Кулар
Шафак очень, конечно, здорово провела эту схватку и принимает заслуженные поздравления. Остаемся мы на помосте А. Сейчас у нас идет состязание среди мужчин, группа Б. Весовая категория до 90 килограммов. У нас на помосте представитель Уругвая вырывает, да, палку. Родриго Гонзалес делает счет 1-0. А его соперник в красных шортах представитель Индии Сурендер Кумава. Напоминаем вам, дорогие друзья, что у нас соревнования проходят по системе двух групп. Спортсмены без поражений продолжают соревноваться в группе А. Они оспаривают золото. Ну а спортсмены, которые потерпели поражение, спускаются в группу Б. И там уже продолжают борьбу за бронзу. В случае второго положения, то они завершают выступление на чемпионате. Ну и вот, и как раз мы приступили к просмотру, да, собственно, состязания в группе Б. Продолжается борьба за бронзу. И вторую палку также очень уверенно вырывает Родриго Гонзалес, Уругвай. Да. И какой Очень эмоциональный представитель. Ну, южноамериканцы, да, очень свойственно для них, для спортсменов из этой части планеты, и очень эмоционально празднуют свою победу. Надеемся, что мы Уругвай будем знать не только по футболу, да, и скоро уже и масс-рестлеры сильные будут. То есть будут и ассоциации, да, не только действительно футбол. В Уругвае масс-рестлинг тоже хорошо развит, будем говорить, в ближайшем, надеюсь, времени, уже в скором времени. Ну и в Бразилии хорошо масс-рестлинг развивается. Кстати, сейчас в следующей паре бразилец как раз-таки и выйдет. Ну а пока мы смотрим повтор этой, ну, прошедшей схватки, как Родриго Гонзалес одержал победу со счетом 2-0, очень уверенную победу, и как эмоционально он праздновал свой успех. Вот он на ваших телеэкранах. Родриго Гонзалес, представитель Уругвая. Победил со счетом 2-0 и продолжает оспаривать бронзовую медаль чемпионата мира. А это у нас уже следующая пара. С красной стороны помоста у нас выходит представитель Бразилии Антонио Криштиану Реннер. Его соперник в синих шортах Павел Сухловс из Латвии. А у нас тем временем на помосте Б ведет борьбу Седалищева. Да, Седалищева Саина. С украинкой. Очень сильно. Ну, мы видим то, что представитель Бразилии Реннер очень уверенно одерживает победу в первой схватке. Да, дорогие друзья, давайте мы все-таки перейдем на помост Б. Там у нас счет 1-1. И жребий смотрим. Хват будет выбирать представительница Украины. Да, вот в первом круге мы отмечали, да, что очень сильная спортсменка Украина. И она вот достойное сопротивление оказывает. Представители сборной команды России счет сравняла 1-1. Ну и как мы знаем, дорогие друзья, в случае ничейного счета бросается жребий и определяется спортсмен, который выбирает удобный для себя хват. Согласитесь, это дает, конечно же, определенное преимущество. Ну и видели мы в углу команда Украины ассистирует, секундирует у нас Марина Федоренко. Наверное, двоякие чувства, да? Да. У Марины. Все-таки выводит она свою спортсменку против воспитанницы якутской школы масс-рестлинга. Анастасия Ивченко. На ваших телеэкранах представительница Украины продолжает давать отпор, стараться давать отпор нашей Саине Седалищевой. Ирина Заславская, конечно же,
Итак, решающая схватка. Внимание. Все внимание на помост Б. Ну, Саине надо со старта работать и первые секунды за счет активных таких технических действий и работ постараться одержать победу. Потому что во второй схватке Ирина показала, что у нее очень сильный захват. И если схватка более продолжительная, шансы больше. О, молодец! И под крики овации заполненного триумфа Саина Седалищева делает счет 2-1 и побеждает в этой встрече представительницу Украины Ирину Заславскую. Саина Седалищева еще раз принимает поздравления. Ну, как мы говорили, да, в первом круге, действительно, как мы ожидали, очень интересное противостояние получилось. И Саина Седалищева отправляется отдыхать. Она продолжает борьбу за золото турнира. Это у нас группа А. Давайте еще раз посмотрим в замедленном действии. Саина сразу пошла в сторону, и пока соперница за ней, ну, скажем, не успела пройти в сторону и занять удобное положение. Молодец. Да, конечно, молодчинка Саина. Ждем от нее успехов и в последующих схватках. Помост Б готовятся. Томас Честерс, Рока, Соединенные Штаты Америки. Тиаго Фернандо Это у нас Сантос, Бразилия. помост Б. Энтони Дэвид Нортон, Германия, и Иракли Качмазави, Грузия. Группа Б спортсмена, они, соответственно, в первом круге проиграли свои схватки. Ну и спортсмен, потерпевший поражение уже в этом поединке, завершает выступление на чемпионате. Качмазави очень здорово вытянул палку в первой схватке. На помосте А смена судейской бригады. Руководитель помоста Иракли Качмазави, спортсмен Россия, национальная категория. 79-го года рождения, опытный атлет. Спортсмены из Грузии, мы знаем, отличаются очень физической силой. Скажем так, богатыри, да? И Приглашаются. в борьбе у них есть очень хорошие тяжеловесы. Андре Селтман, Германия. We invite to the Ну и platform A. в замедленном действии видим, как грузинский богатырь победил в первой схватке. И спортсмены уже занимают позиции. Сейчас стартует вторая схватка в этом поединке. Дэвид Энтони Нортон, представители Германии. И на ваших телеэкранах сейчас Иракли Качмазави. Его соперник Иракли Дэвид Энтони очень молодой спортсмен, 92-го года рождения. И Качмазави хорошо продолжает работать. И 2-0. Помост Б 1-0. Заслуженная победа грузинского спортсмена. Да, и Иракли Качмазави Победу одержал Иракли продолжает Качмазави, бороться за право зайти на третью ступень пьедестала чемпионата мира. Ну и благодарят друг друга Иракли и Дэвид Энтони. Уважение к сопернику, конечно же, прежде всего. Ну а Дэвид Энтони Нортон из Германии завершает выступление. Ну, у Дэвида, можно сказать, впереди все впереди. И поздравления принимает Помост Б. Иракли Качмазави из Грузии. Честер Томас. Приглашается на помост Б следующая пара. Это та же весовая категория до 125 килограмм. Мужчины.
Второй раунд продолжается. Это также группа Б. У нас на ваших телеэкранах Честер Томас с Рока из Соединенных Штатов Америки и его соперник Тиаго дос Сантос Фернандес из Бразилии. Ситуация у нас тут такая же. Победитель продолжает борьбу за третье место. Проигравший выбывает. Фернандеш дос Сантос, представитель Бразилии, является четырехкратным победителем национального чемпионата своей страны. Также он побеждал еще и в абсолютном чемпионате Бразилии. Принимал участие во многих южноамериканских соревнованиях. Занимал третье место на Кубке мира 2015 года. То есть спортсмен, Опытный спортсмен, да. скажем, мы регулярно видим. Мужчины, весовая категория 90 килограмм. На помост Как мы приглашается видели, другие американские атлеты очень сильные были, побеждали, поэтому сейчас тут равная схватка будет. Second round of Group A. Men up to 90 kilogram. We invite to the platform. А что касается Честера Томаса, в анкете указано, что он чемпион Соединенных Штатов. И вот как здорово, да? Так, бразильский атлет очень вовремя поменял, вот, скажем, вектор атаки с одной стороны в другую сторону, и американский спортсмен не мог контр движение сделать. Не успел, скажем так. Поэтому в масс-рестлинге очень важно не только следить за своими такими действиями, да, движениями, а постоянно смотреть, что соперник делает. Поэтому масс-рестлинг в этом и отличается от силовых видов спорта, наверное, тоже особенность. Тут тебе не только штанга, да, которая не двигается, а соперник живой. И надо постоянно следить за движениями своего соперника. Да, ну, то есть действовать на встречных, да, Да, направлениях, подловить в нужный момент. Движения, но в то же время проявлять такие очень значительные силовые усилия. Ну что ж, вторая схватка сейчас у нас стартует. 1-0. Впереди представитель Бразилии Фернандо дос Сантос Тиаго. Вот, очень хорошо поработал американский атлет. Вот он загасил вот первое движение, да, первое движение, скажем, своего соперника встретил и потом сам за счет резких движений вырвал победу. Очень классическая такая атака получилась, контратака, скажем. Что решит жребий? Право выбора у нас остается представителю Бразилии. И мы говорим вот единоборство, да, потому что следить надо, но единоборство, она тоже вот такая, другая, скажем, да, если в других единоборствах постоянно контакт с соперником есть, да, в борьбе там контактируешь, в боксе, то у нас контакт идет через палку уже, через доску, поэтому прямого такого контакта нету, поэтому чувствовать надо человека через палку, а не через сам свои там. Ну, В этом и, наверное, заключается какая-то особенность, специфика. Да, специфика масс-рестлинга. Но в то же время ты побеждаешь человека, да, другого соперника. Вот. Ну что ж, решающая схватка. Оба спортсмена настраиваются. Томас Честер с Рока из Соединенных Штатов Америки и Фернандес дос Сантос Тиаго. Сейчас каждый, наверное, для себя планирует, что сейчас будет делать. Там в голове закручивает различные варианты. Вот опять удержал американец, но что-то запоздал с движением. Вот пошел, вот пошел, вот пошел. Вот какая пошел. победа! Да, все-таки дождался своего момента и... И 2-1. Замечательная победа Томаса Честера из Соединенных Штатов Америки. Поздравим американского атлета.
смог Но, переломить ход встречи, да. уступая. В третьей схватке, если более опытный был бы, я бы сказал, он чуть пораньше бы начал бы контрдвижение. Он так подождал, пока соперник в одну сторону, вторую, третий раз поменяет. Это чревато, конечно, что ты можешь упустить момент, но тут все для него удачно сложилось. Ну да, Вот очень- загасил, вот соперник туда решил, он еще ждет. Потом обратно пойдешь, он тоже ждет. Вот готовится. Да, очень зрелищная победа Честера Томаса, представителя США. Еще раз скажем, он является чемпионом Штатов. Также в анкете указал очень интересный факт. Является учителем физической культуры и тренером по тяжелой атлетике. Ну что ж, красивая победа. Ну и какой красивый план. Да, на заднем плане вот все расстройство. Мы видели, как расстроен Сантос Тиаго. Ну и видим, как рад Томас Честер. Итак, это у нас уже следующая пара. Батар Банзраг из Монголии и Рамик Нуруев из Азербайджана. Нуруев. Да, Рамик Нуруев тоже опытный спортсмен. Мы его не раз видели на международных соревнованиях. Ну и Батар Банзрак тоже спортсмен не с пустым послужным списком. Является он чемпионом Монголии. К сожалению, не указано какого года. И что очень интересно, чемпион мира по сумо. Такая запись вот у нас красуется в анкете этого спортсмена. Ну, в Монголии очень развита борьба, да. И в особенности тоже у них своя национальная борьба есть. Сейчас вторая схватка, и Нуруев также со старта захватывает преимущество и доводит дело до победы. Да, Рамик Нуруев со счетом 2-0 одерживает победу в этой схватке. И напоминаем, то, что это у нас группа «Б». То есть Рамик продолжает борьбу за третью ступень пьедестала. Ну а представитель Монголии Батар на этом завершает выступление. Ну и давайте посмотрим в замедленном действии. Вперед выходит со счетом 1-0 Эмиль Музуралиев. 1-0 Музуралиев Эмиль, Кыргызстан. В скором времени мы увидим в этой весовой категории выступление спортсменов группы А. Конечно же, там мы особое внимание обращаем на выступление Ивана Галкина, Приглашаются мужчины весовой категории 125 представителя команды сборной России из Калуги. Молдова, очень интересного спортсмена. Доминик Дэвид Джухаш, Венгрия. Так вот, спортсмены выходят. On stage B, we invite Alexander Krasnov, Kazakhstan, and Dominic David Juhaj, Hungary. У нас на помост вышли спортсмены. У нас на ваших телеэкранах Александр Краснов, представитель Казахстана. Его соперником будет Дэвид Доминик Юхас из Венгрии. Это у нас весовая категория до 125 килограммов. Предупреждение спортсмену на синей стороне помоста. Это группа А, да. Да, эти спортсмены в первом круге одержали победы. Очень сильные спортсмены и, скажем так, равные. Интересно будет понаблюдать за их схваткой. Спортсмены вот до старта стараются занять удобное положение. Видно, что Краснов более таком атакующем стиле сидит, а
спортсмен из Венгрии более выжидающую такую позицию хочет занять. Но с другой стороны, он нет. Наоборот, да, получилось? Наоборот, резко атаковал. Ну и Доминик Юхас делает счет 1-0. Ну и сейчас нужно будет внести определенные коррективы Александру Краснову. Видно, спортсмены очень сильные, физически развитые. Помоста счет становится 1-1. Да, Александр Краснов действительно опытный спортсмен, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира и обладатель бронзовой медали третьих всемирных игр кочевников. Человек, за спиной которого действительно есть определенный опыт выступления на соревнованиях самого высокого масштаба. Готовятся Иван Галкин. Ну и его соперник Юхас тоже непростой парень. Победитель абсолютного чемпионата Венгрии текущего года, абсолютный чемпион чемпионата Европы. И Юхас Примерно в таком же ключе, как и первой схватке. Помост Б со счетом 2-0. Победу одерживает спортсмен из Венгрии. Да, и Доминик Юхас продолжает борьбу за золотую медаль. Для него это уже вторая победа. Сейчас мы ждем представителя сборной команды России Ивана Галкина. Иван Галкин, Россия. Насимджон Да, но прежде мы посмотрим повтор. Доминик Юхас, богатырь из Венгрии, действующий чемпион своей страны. Помоста счет 1-1. Одержал победу над не менее опытным Александром Красновым, тоже очень видным, именитым спортсменом из Казахстана. Ну, таким образом Краснов опускается в группу Б. А Доминик продолжает. Ну что ж, сейчас все внимание у нас, конечно же, вот у нас Иван Галкин, богатырь из Калуги. Представитель команды сборной России выходит на помост. Его соперник Насимджон Раджабов из Узбекистана. Ну, Иван Галкин один из самых молодых спортсменов на этом чемпионате мира. Ему 20 лет. В 2018 году он здорово себя проявил, выиграв звание абсолютного чемпиона России, далее победив на международном турнире во Владивостоке. Ну что ж, Иван, давай, Ваня. И есть, да, 1-0. Иван Галкин делает счет, выходит вперед 1-0. Очень красиво победил, по прямой сделал стойку со старта, хотя соперник тоже очень сильную тягу сделал. Палка, скажем так, стояла над доской, ни в чью сторону не уходила, но Иван, скажем так, у него преимущество в росте, да, физических таких параметрах, физического развития. Поэтому, когда он поднимается в стойку, у него уже некоторые преимущества есть. Хоть и тяга как бы одинаковая. Вот он поднялся, ногу приподнял, и уже в таком положении очень трудно сопернику дать достойное, равное сопротивление. Ну что ж, очень красивая победа в первой схватке. Надеемся на вторую. Иван Галкин в общении, да, вот как-то сказал то, что как он пришел в мир масс-рестлинга. Он просто один раз пришел попробовать себя на юниорском первенстве, видимо, Калужской области, да, и просто без подготовки, особой подготовки пришел, победил, ему понравилось, все, остался. Сейчас другими видами спорта Иван не занимается, он является трехкратным победителем первенства России. И Иван Галкин, трехкратный победитель первенства России, абсолютный чемпион страны, победитель международного турнира во Владивостоке в рамках ВЭФ, делает счет 2-0, побеждает и продолжает бороться за золото чемпионата мира, домашнего чемпионата мира. Поздравим Ивана с этой победой. Очень яркая, чистая победа. Благодарят друг друга спортсмены, благодарят и тренеров своего соперника. Ну и видим, да, как Насимджон очень был
здорово, вроде как заряжен. Очень Настроен. хорошо. Иван Галкин, 2-0. We invited Patrick Navarra, Czech Republic, Philip Steiner, Czech Republic. Сейчас я вот, видя на Ивана, вспомнил вот Евгения Сивцева, да, который в свое время тоже, имея преимущество вот в росте над своими соперниками у нас в республике, вот в таком же стиле и побеждал. Делал стойку. Ну что ж, это у нас на ваших телеэкранах представитель Чехии Филипп Штайнер. И, кстати, он сейчас будет оспаривать право бороться дальше за золото со своим соотечественником Патриком Наварой. Два представителя Чешской Республики сейчас на помосте. Жеребьевка так получилось, что два спортсмена из одной команды встречаются друг с другом. С одной стороны, хорошо, один дальше идет, да? Да, ну, гарантированно, то есть один человек гарантированно идет дальше. Да. Очень интересно, действительно, расстроились и обрадовались и этому представители Чехии. Ну и сейчас мы видим то, что Патрик Навара выходит вперед. 1-0. Это у нас группа А, еще раз напомню. Победители продолжают бороться за золото, проигравшие же спускаются в группу Б. И вновь у нас в кадре Марина Федоренко. Ассистирует, секундирует Патрику Наваре Филипп Штайнер. Да, хорошо, с одной стороны, что наши опытные такие спортсмены помогают постигать азы масс-рестлинга спортсменам из других стран. Налаживаются какие-то вот такие контакты. Ну и видим на повторе, как Патрик Навара без серьезных проблем вырывает палку, делает счет 1-0. Итак, вторая схватка. Чешское противостояние во втором раунде чемпионата мира в весовой категории до 125 килограммов. Да, зрителей становится все больше и больше, и мы видим то, что Патрик Навара побеждает со счетом 2-0. И он продвигается дальше по турнирной сетке, продолжает он претендовать на первое место в своей весовой категории. Ну а Филипп Штайнер спускается в группу Б, где постарается принести в актив команды Чехии бронзовую медаль. Еще раз поздравляем Патрика Навару. Вышел он победителем из этого чешского дерби. Поблагодарили друг друга представители команды Чехии. Ну и давайте посмотрим повтор. Ну, видно, каждый старался победить, да, хоть и из одной команды. То есть не было такого вот Да. устной договоренности, когда давай я создам видимость борьбы, а ты пройдешь дальше, сэкономишь силу. Нет, мы действительно видим на повторе то, что спортсмены постарались, поработали хорошо. И по итогам этого противостояния Патрик оказался сильнее. Да, хоть и очень быстро проходят схватки, тут, еще раз повторюсь, очень значительные такие мышечные напряжения, усилия силовые проявляются. Каждый спортсмен в тяжелых весовых категориях более 300 килограмм вытягивает по становой тяге. Вот как раз мы видим Павла Черноградского, нашего лидера. Да, Павел Черноградский готов начать свою очередную схватку. Павел очень заряжен, сидит, скажем так, в готовности сразу со старта вырвать, поработать. Да, и Павел Черноградский выходит вперед.
Да, и если не ошибаюсь, вот его соперник Артур Золотикс, представитель Латвии. On stage B, be ready. Это у нас группа А в весовой категории до 90 килограммов. At Kirandarayan Bobby, India. Павлу Черноградскому секундирует главный тренер сборной России Николай Ильич Константинов. Ну что ж, 1-0. И сейчас Павел, конечно же, постарается развить свой успех и довести схватку до победного. Итак, вторая схватка. Да, спортсмены тоже заняли представленное положение. И И на этот раз уже Павел по прямой потянул, сделал стойку и перетянул, скажем, соперника на свою сторону. И Павел Черноградский принимает поздравления. Очередная победа лидера сборной России. Принимает поздравления от представителей тренерского штаба, от главного тренера в том числе. И идет отдыхать. Ждем его очередного появления и, конечно же, очередной победы. On stage B is a winner of first round, Islam Abdullah. Ну и видим, как легко, да? Павел справился с поставленной задачей на эту схватку. Напомним, что Павел является капитаном нашей команды, двукратный чемпион мира. И в случае успеха вот сейчас может стать и трехкратным, да? Да, и все мы на это надеемся, все, конечно, поддерживаем Павла и всех других членов сборной команды России. Ну и Павел уверенно идет, продвигается по турнирной сетке. Это у нас заключительная пара, последняя пара во втором раунде весовой категории до 90 килограммов. У нас, вот видим, первым на помост вышел представитель Венгрии Эмре Норберт Дусноки. Его соперник из Узбекистана Ильяс Кадыров. Напоминаем, что это группа А. Пусть на кону прямо сейчас стоит и немного, да, но все равно это, если в случае победы продолжаешь бороться за золотую медаль. Ильяс вот в первом круге показал вот более такую техничную схватку. И сейчас тоже вот за счет стойки тоже победил. Ильяс Кадыров делает счет 1-0. Ну и посмотрим, да, за счет чего сможет же Эмре Норберт из Венгрии попытаться как-то переломить ход этой встречи. Ну, на ваших телеэкранах Ильяс Кадыров спокоен, представитель Узбекистана. The score is 2-0. Первую схватку выиграл очень даже убедительно. Итак, вторая схватка. Сейчас на старте надо не упустить старт спортсмену из Венгрии. Вот, вытянул, но... Так, предупреждение дали Ильязу за то, что перекрут палки был более 90 градусов. Но тут нисколько Ильяс виноват, можно сказать, спортсмен из Венгрии. B, we invited Mahir Agaev, Azerbaijan. Итак, возобновляется схватка. О, хорошо, И опа! контрдвижение сделал венгер. И опять. Бурные эмоции Эмре Норберта Дусноки из Венгрии. Ну, я думаю, действительно, вот важный момент, да, для некоторых спортсменов. Право выбора остается за Ильясом Кадыровым. Эмре Норберт таким образом сам себя заряжает Да. для следующих схваток. Вот,
хорошо поменял вот направление атаки. И соперник вот удерживает одну цель. Когда меняется направление, вектор вот атаки, не успевает приспособиться к этому и упускает момент. Поэтому тоже в этом такая специфика масс-рестлинга, да? Умение тянуть при различных таких нестандартных положениях. Поэтому иногда вот пауэрлифтинг, да, тоже вот чуть отличается. Вот Ильяс сейчас уже. И все-таки Ильяс Кадыров 2-1. Он и в первой схватке вот показал тоже умение собраться в нужный момент. Во второй схватке тоже собрался в нужный момент и со старта не дал сопернику поработать. И Ильяс Кадыров таким образом продолжает борьбу в рамках состязаний группы А. Ну а Имре Норберт Дуснуки будет радовать собравшихся болельщиков и вас, дорогие зрители, своими эмоциями, уже выступая во второй группе, во втором дивизионе. Женщины, весовая категория 85 килограммов. На помост приглашается Агнешка Корочка, Польша, Иванна Михайлюк, Украина. Ну а пока давайте посмотрим повтор. Ну и мы обратим внимание, ну, останемся на том же помосте. Евгений Удин у нас выходит. Это уже третий раунд весовой категории до 60 килограмм мужчины. Евгений Удин, команда сборной России, встречается с Медетом Езбулаевым из Казахстана. Да, вот в третьем круге Евгения выводит его личный тренер Егор Петрович Кудрин и тренер сборной команды России Иван Готовцев. Евгений Удин первым выходит на помост. Евгений прошел очень, скажем, такой сильный отбор, чтобы попасть на этот чемпионат. Очень высокая конкуренция там у нас в чемпионате республики, потом очень сильная тоже конкуренция в чемпионате России. И, скажем, достойные, самые сильные спортсмены представляют сборную команду России на этом чемпионате мира. Избулаев тоже до этого выиграл 2 схватки своим. Надеюсь, Женя, да. Евгений Удин очень резво и быстро побеждает в первой схватке, вырывает палку. Действующий чемпион Республики Саха-Якутия, действующий чемпион России. В этом весе мы отмечали вот спортсмена из Кыргызстана, да? Азамата Асанова. Он свободен, кстати, да, в этом круге. Да. И скорее вот в финале они встретятся, наверное. Если говорить вот о Медете Езбулаеве, спортсмен 91 года рождения, занимал он второе место на чемпионате Казахстана 2016 года. Ну, из более свежих достижений у него бронзовая медаль на Всемирных играх кочевников 2018 года. Евгений сейчас является магистрантом Северо-Восточного федерального университета. Итак, давай, Евгений, 2-0. Да. Убедительная победа Евгения. Ну и, конечно же, расстроен Медет Езбулаев.
Ну а Евгений, видим, спокоен, да? Да. Очень рад за Евгения. Evgeny Rudin, Russia. The score is 2-0. Поблагодарили друг друга спортсмены. Евгений Удин улыбнулся собравшимся болельщикам. Ну и убедительная победа со счетом 2-0. Очень готовился Евгений и Женя вот к этим стартам. Помоста со Постоянно. счетом И 2-0. в разговоре он говорил, что это его, наверное, последний старт в этой весовой категории. И планирует уже перейти уже со следующего года в более Помост тяжелые весовые категории. Потому что, конечно, спортсмены молодые, растут. И постоянно держать себя в одной весовой категории — это проблематично. We invited Irakli Kachmazovi, Georgia, and Thomas Chester, Sroka, USA. Ну что ж, пожелаем Евгению успехов в дальнейших схватках этого чемпионата. Хотелось бы, да, действительно, если мы говорим то, что заключительное выступление в этой весовой категории, хотелось бы отметить успехом, да, медальным. Да. Пожелаем ему успехов. Ну и сейчас, да, мы давайте, пожалуй, обратим внимание на помост А. Там у нас выходит представительница команды сборной России Качесокова. Очередную схватку проводит. On stage B, be ready. Ramik Nurliyev, Azerbaijan, and Alexander Krasnov. Ну а сейчас на ваших телеэкранах Иракли Качмазови, Грузия, и его соперник Томас Честер из Соединенных Штатов Америки. Здорово себя проявили спортсмены в стартовых поединках, но, к сожалению, потерпели по одному поражению. И вот теперь Да, они... это уже в третьем круге они встречаются. Вот мы видели во втором круге, американец очень грамотно вот использовал. Победу дали Да. американцу. На повторе мы, наверное, посмотрим потом. Томас Честер получает установки от своего тренера, секунданта. Ну и посмотрим, что же там было на повторе, в замедленном действии. Помост Б. Да, вот спортсмен тянет. И да, коснулся вот коленом Представитель доски упора. Грузии. И таким образом в первой схватке победу одержал представитель Соединенных Штатов Томас Честер. Итак, 1-0 впереди Томас Честер. Помост Б. Счет 0-0. Напоминаем вам, дорогие друзья, что это третий круг в группе Б. Проигравший выбывает из турнира. Итак, дается старт. Так, американец атакует. Ну, сейчас грузинский атлет уже вытягивает на свою сторону. У него возможность есть в другую сторону шагнуть, но сами упали. Спорный. Да, слишком было высоко напряжение, чтобы сделать, скажем, такое грамотное действие, да. Со счетом 2-0 победу одержала Назия Малибашева, Кыргызстан. Был не согласен, да, американец с решением судьи. Нестерова, Казахстан, свободная в этом круге. Дарья Нестерова from Kazakhstan is free in this round.
я понимаю, Иракли предупреждение. Итак, стартует очередная схватка. Очень равные спортсмены. Так, преимущество у американца. И вытягивает. Да, все-таки и очень эмоционально празднует победу. Томас Честер, Соединенные Штаты Америки. Даже На радостях забыл, да? Не, он думает, это первая победа, да? Да, 1-0. Кстати, да, очень интересно. Срока Томас Честер, USA, 1-0. Так, первой схватки тогда было спорное положение. Просто табло неправильно нам показали, и сейчас счет 1-0 только 1-0 в стал. пользу американца. Да. Мне вот показалось, что сам Иракли уже пошел на объявление вот, результатов этой схватки. Ну и вот повтор. Ну вот тут чисто победил, да. Но тут без вопросов, да? Да. Честер Томас ведет таким образом со счетом 1-0. 1-0. Впереди Олеся Буревич. Ну, Какие напряженная сильные. борьба у нас Да, идет. Да, да. В замедленном кадре заметно, да, как работают спортсмены. Итак, Тут не только вот спина или нога работает, а тут, когда палку тянешь, все группы мышц, даже мышцы лица работают, скажем. что мы видим на крупных планах? Да. Вот уже хорошо так работает грузинский спортсмен. Но у него действия вот против захвата незаконченные были какие-то. Вот. Да, смог все-таки перетянуть палку на свою сторону Томас Какие Честер. эмоциональные у нас спортсмены. Ну это, да, тоже красит соревнования с одной стороны. Ну, безусловно, и тем более можно считать, что спортсмены провели аж 4 схватки. Да. И победить в столь напряженной, упорной борьбе это дорогого стоит. И вполне оправданные такие вот бурные эмоции американца. Поздравляем Честера Томаса. И самое главное, поприветствовали друг друга. Вот. Томас Честер принимает поздравления и идет отдыхать. Продолжает он борьбу за бронзовую медаль. Ну а Иракли Качмазави, представитель Грузии, таким образом завершает выступление на этом турнире. Ну, очень действительно, думаю, много сил оставили, вложили в эту схватку оба спортсмена. Ну и эмоции американского атлета. А выходит у нас на помост Б следующая пара весовой категории до 125 килограммов. Это у нас в красных шортах представитель Азербайджана Рамиг Нуруев и его соперник из Казахстана Александр Краснов. Видно, что атлеты занимаются силовыми видами спорта. Очень физически развитые. On stage B, be ready. Nassim John Rajabov, Uzbekistan and Philip. Стартует схватка, и Краснов без труда, да, берет первую палку. Атлеты и друг друга хорошо знают, видно. Перекинулись парой фраз, да? Ну и вот видим, да, вот здорово. Ну, приятно на это смотреть, конечно, спортсмены. В таком хорошем настроении ведут борьбу. Ну, а Рамик упустил старт. Ну а дальше уже было поздно что-либо предпринимать. Да.
Ну и как видим, как спокойно работает Александр Краснов. Тут же, видимо, подколол своего товарища. И вторая схватка. Будем все-таки надеяться, что сейчас мы увидим. Рамик что-нибудь придумает. Да. Стартовала схватка, ну и также, да? Да. Без особых проблем Александр Краснов одерживает победу со счетом 2-0. И продолжает он бороться за право зайти на третью ступень пьедестала почета. Ну и благодарит, конечно, своего соперника, товарища. Это у нас уже третий круг. Ну и посмотрим на замедленном действии. Ну, Рамик видим, да, какие силы он все-таки вкладывает, как он старается, как он напряжен. Но и сам видит, ну, сам уже смеется, что на сегодняшний день он не может что-то противопоставить своему сопернику из Казахстана. Александр Краснов побеждает со счетом 2-0. И мы ждем выхода следующей пары этой весовой категории. Продолжается у нас состязание в группе Б. Третий круг весовой категории до 125 килограммов. Сейчас мы увидим противостояние между представителем Узбекистана. Вот он на ваших телеэкранах, Насимджон Раджабов. И следом за ним на спортивную площадку выходит Филипп Штайнер из Чехии, который в предыдущем противостоянии уступил соотечественнику. Итак, спортсмены вышли к помосту. На тут трибуны тепло встречают Реннера из Бразилии. Продолжает он играть с публикой. Ну а мы фокусируемся на весовой категории до 125 килограммов. Филипп Штайнер на ваших телеэкранах. Итак, в синем Филипп Штайнер. Ну и, соответственно, в красном Насимджон Раджабов. Заключительная схватка третьего круга в весовой категории до 125 килограммов. Раджабов делает счет 1-0. Да. Видно, что по тяге имеет преимущество спортсмен из Узбекистана. Если также вторую схватку в таком же стиле проведет, у него шансов больше. Ну и эмоции во время схватки Филиппа Штайнера. Сильнее оказался в этой схватке Насимджон Раджабов. Ну, сейчас у нас вторая схватка стартует. Посмотрим, как будет действовать представитель Чехии на сей раз. Раджабов ведет 1-0. Ждем старта и... Ну, проспал, да, видимо, Штайнер. Здорово. Раджабов 2-0. Ну да. Что можно сказать вообще? Последние годы массрестлинг, на мой взгляд, да, становится более таким силовым, да. Силовые качества спортсменов повышаются. И вот преимущество имеют атлеты, которые такие очень взрывные, очень силовые. За счет этого продолжительность схваток, можно заметить, сокращается, да. Но в каком-то плане может это и ущерб какой-то технической подготовки идет. Но зрелищность, там, телевизионный формат, может быть, к этому, да, Да, лучше. безусловно.
Но я думаю, нет такого вида спорта, который всегда стоит на Помост месте. Любой Б. вид спорта со временем он меняется, развивается. Да. Весовая категория 125. Ну и я думаю, все телезрители рады, то, что масс-рестлинг меняется именно в эту сторону. Смотреть такие зрелищные схватки всегда приятно. Ну и еще раз поздравляем Насимджона Раджабова с этой уверенной победой. Ну а Филипп Штайнер завершил таким образом выступление на этом чемпионате мира. И у нас продолжается состязание в этой же весовой категории, в весе до 125 килограммов, но это уже группа А. У нас продолжает золото оспаривать спортсмены. На ваших телеэкранах Доминик Дэвид Юхас из Венгрии. И его соперником будет представитель сборной команды России Иван Галкин на ваших телеэкранах. Приветствуют друг друга спортсмены. Ну, отметим то, что как Иван Галкин, да, так и Доминик Давид из Венгрии. Молодые спортсмены. Да. Ну, у Ваня преимущество тоже, скажем, в росте. Если он, как до этого схватки, очень грамотно использовал вот эти свои преимущества. Посмотрим, сейчас ему удастся или нет. Вот, ноги чуть длиннее, за счет этого у него центр массы тела дальше от доски. И вот, Так стартует встреча и сборной. да, он преимущество вытянул палку, но раньше, скажем, времени зауверовал свою эту и не смог передвинуть ногу. И хорошо, что вместе упали. И А всё. так бы мог бы еще только сам упасть и отдать, скажем так, победу. В первой схватке, да, ну, счет 0-0. И Надо быть чуть собраннее. А то эмоции иногда захлестывают спортсмена. Вот. Так, а на сей раз что у нас? Победу, видимо, дали, да, Ивану Галкину. Челлендж вылетает сразу. На сей раз вот как раз кадр менялся, вот очень быстро прошла и незаметно даже было. Так, и ждем, что же у нас тут будет в итоге. Там представители Венгрии активно оспаривают решение судьи. Да, сейчас посмотрим вот на замедленном кадре. А на помосте А счет 1-1. Шаг сделал. Оба спортсмена представляют Южную Америку, соседние страны. Галкин уже заваливается, спортсмен из Венгрии. И Уругвай. Счет 1-1. Да, у него уже две ноги отошли. Да. Тут победа Галкина, на мой взгляд. Потому что у венгра не было уже упора об доску. Помост А со счетом 2-1. Победу одержал Кристиано Антонио Рейнер, Бразилия. Итак, я вижу то, что представители, ну, секундант Венгрии, да, он подошел. С другого ракурса нам дают. Не, у Ивана вот ноги, упор есть об доску. Чего не скажешь Да. про представителя Венгрии. Да. Тот завалился. Ну, он-то не видел соперника, ему тоже, наверное, показалось, что Галкин тоже упал, оторвал. Но Ваня молодец, он до конца опору не потерял, скажем. Да, вот я с комментаторской позиции вижу, как секундант Доминика Дэвида Юхаза сейчас стоит. Вот ключевой момент, да, скажем, вот у венгра уже нога отошла, а у Ивана еще Опора есть. нога вот в этом есть. Или сейчас подумаем, вот повторяет на этот момент, у нас повтор идет, да? Что там скажет? 1-0, да? Да, все-таки вышел Да, судья и это показал, Ворончук, по-моему. что очко присуждается представителю сборной команды России.
активно протестовали это решение представители Венгрии, но было им продемонстрировано, продемонстрирован видеоповтор. Судьи все им показали. И схватка, эта встреча продолжается 1-0. Впереди Да, Иван очень Галкин. интересная схватка. Ну, два сильных спортсмена, которые пока без проигрыша идут, да? И такое напряжение, да, есть Да. в поединке. Ну, Ваня Ну что ж, работать надо, Ваня, молодец. со старта как-то немножко запоздал, но вовремя сделал шаг в сторону и свой коронный, да, вот стойку мы отметили до этого, у него очень хорошо получается. И если он поднимется в стойку, то у соперника шансов, скажем, почти практически нет. Видели, да, действительно, что это Иван любит и умеет делать, да? Да, Но сразу после схватки опять со стороны венгров. лично я вот Вылетел до этого челлендж. не наблюдал за схватками Ивана, да, в других соревнованиях, но Помоста, счет сейчас сравнивается вот 1-1. вижу и очень рад за этого спортсмена, потому что он, скажем, сильно свой арсенал вот обогатил вот этим действием. И если у него такой коронный прием есть в арсенале, то он может достичь крупных побед. Ну, чего мы Ему желаем. желаем, да. Ну, а тем временем у судейского столика секундант венгерского спортсмена продолжает оспаривать, пытаться что-то доказать. Тут, я думаю, победа Ивана Вот видим, да, там безоговорочна. разбирают эпизод второй схватки. И Николай Аляевич вот подошел, что-то сказал. Павел что-то... Ну что ж, видимо, решили все вопросы. Объявление победителя Иван Галкин, дорогие друзья, 2-0. Без поражения идет богатырь из Калуги по турнирной сетке. Венгер поблагодарил публику, да. Молодец. И у него еще есть шанс побороться за медали. И он имеет реальные шансы войти в тройку. Потому что Да. очень сильный такой атлет, взрывной. И настрой у него боевой. Продолжается у нас утренняя программа первого соревновательного дня чемпионата мира. Вот так выглядит спортивная площадка с высоты трибун. Видим два помоста. Все очень, конечно, красиво оформлено. Чемпионат мира, да, как-никак. Мировое первенство. Во второй раз принимает город Якутск. Но сам чемпионат мира у нас третий по счету. У нас пока борьба идет только на помосте А. Вижу я Ричарда Клемма. Постараемся сейчас. Можно быстрее. Так, атлеты уже готовы. Ждут команды арбитра. О, 1-0. Впереди американский спортсмен Адам Такер. 1-0 in favor of Адам Такер делает счет 1-0.
секунданты дают своим спортсменам наставления, настраивают. Один 0 пока американский атлет ведет в этой схватке. Да, Адам Такер впереди. Так, выбрал широкий наружный захват. И во второй. Так. Еще команды арбитра не было. Был шанс у спортсмена из красного угла. Но видим то, что Да. Адам Такер все-таки победил со счетом 2-0 и не согласны, да? Судья дает победу, второе очко американскому спортсмену со счетом 2-0. Не, вот челлендж бросили, да? Спортсмен из красного угла. Ну и что говорится, на пальцах прям показали, да, вот Да. какой момент именно их интересует. Будете смотреть камеру? Вот. We will watch the replay on the video cameras. Ну, немножко коснулся, кажется, вот доски упора рука американского атлета. Вот на это указывают его соперники. Ну что ж, еще одна заминка, связанная с решением вопросов, Ну, спорных так- вопросов, да? Да, так такового этого не было, чтобы спортсмен упирал там руку или палку об доску и тянул, да, у него просто коснулась рука, на мой взгляд. Но он специально даже не хотел вот этого делать, просто позиция такая была у американского атлета. Ну, ждем, Да, в сейчас всяком случае, судьи решения решат. судей. Могут дать, наверное, спорный. Но это тоже показывает, что наши гости, да, спортсмены из других стран очень детально знают правила, да, и знают свои права, скажем, да, Ну и могут не согласиться, да, да, как и мы вот видим. пользуются тем, что у них есть право оспорить решение. Ну да, чтобы на серьезном уровне, конечно, выступать, тем более на чемпионате мира, нужно знать все аспекты, все моменты, в том числе, вот, конечно же, правила. Ну, видим, спортсмены ждут оглашения решения судейской коллегии. Там мы видим, продолжаются разговоры, продолжается диалог возле судейского стола. Ну а тем временем Адам Такер постучал правой рукой по своей груди, что очень понравилось, да, собравшимся болельщикам. Еще он вот показал вот жест, ну, как будто бы он говорит о том, что пора идти обедать. Вот. Помахал, вот как будто бы ложкой у рта, да. Ну что ж, судья появляется на помосте и... Да. Победу одержал Адам Такер. Адам Такер объявляется победителем со счетом 2-0. Вот, специального такого упора не было, чтобы рукой тянуть, да, с таким. Поэтому судьи решили, что все было в рамках правил. Да, и таким образом Адам Такер продолжает борьбу за бронзовую медаль и идет обедать. Ну
А что касается его соперника Ричарда Клемма, он завершает свое выступление на этом чемпионате мира. Ну и сейчас у нас есть возможность увидеть повтор. Очень колоритный, конечно же, спортсмен Адам Такер. Да, был шанс у атлета из красного угла, но свой шанс он не использовал, скажем. Адам упустил в каком-то моменте. Ну что ж, у нас уже приглашается следующая пара на помост. Спортсмены уже вышли. Это у нас представитель Монголии в красных шортах Гангулом Баразага и его соперник Артур Золотихс из Латвии. Ну что ж, это еще раз напомним, то, что продолжается у нас состязание весовой категории до 90 килограммов. И это у нас группа «Б». Как мы уже говорили, напомним еще раз, в группу «Б» опускаются спортсмены с одним поражением, а проигрываешь здесь, уже завершаешь выступление. Ну а самый сильный из группы «Б» зайдет на третью ступень пьедестала чемпионата мира. И представитель Монголии повел в счете 1-0. Совсем мало схваток осталось, отметим, в утренней программе. Да, одна из самых многочисленных весовых категорий у нас именно это. И сейчас мы видим, ну, продолжается отсев. Ну и на повторе видим, как Гангулом из Монголии вырывает свою первую палку. Ну что ж, и видим сразу следом, да, 2-0. Уверенная победа представителя Монголии. Гангулум из Монголии принимает поздравления. Надеемся, что Монголия масс-рестлинг будет развиваться, тем более, что в 2020 году в Монголии планируется проведение международных игр «Дети Азии», где в программу соревнований масс-рестлинг включен еще с 2000 года. Да, уверен, что на играх в Улан-Баторе будет не менее зрелищные, напряженные противостояния по нашему виду спорта. Ну что ж, у нас схватки третьего круга в группе «Б» весовой категории до 90 килограммов подошли к концу. У нас в этом круге свободен Имре Норберт Дусноки из Венгрии. И нас сейчас ждет состязание в этом же весе, но уже в группе А, дорогие друзья. На ваших телеэкранах Азат Таштанбеков из Кыргызстана, не имеющий ни одного поражения. Ну и также без поражений идет и Эмиль Мусаралиев из Кыргызстана. Вот он по телевизионной картинке находится ближе к нам в синих шортах. Оба спортсмена получают последние наставки перед стартом очень важной схватки. Да, тоже два спортсмена из одной команды. С одной стороны хорошо, что один гарантированно дальше пойдет. Ну а с другой стороны, могло же так получиться, что два представителя, да? Ну, спортсмены, наверное, знают очень хорошо друг друга. Да, и тот факт, что они прекрасно знакомы с технической составляющей, да, вот друг друга. Как это скажется на зрелищности поединка? Да. Ну,
Тарханбеков более так сидит. Вытянул палку на свою сторону. Дается команда Че. И... О, какая равная борьба у нас идет. И Да. Туштанбеков все-таки. Нет. Тут судья отдает красному, но, на мой взгляд, красный отпустил захват раньше. Поэтому тут может быть и спорный момент. Даже могут присудить победу синему. Ну и вновь собирается маленькое совещание. Ну и мы имеем возможность увидеть, что же было в замедленном действии. Тут надо обратить внимание на вот правую руку. Вот, отпускает захват. Спортсмен с красного угла. Вот, правую руку. Тот отпустил, и получается у синего соскользнули тоже. Скорее тут спорно не дадут, наверное. Посмотрим. Ну, представители судейского корпуса сейчас внимательно смотрят видеозапись. И в скором времени будет озвучено решение. Ну, а мы пока с вами еще раз можем. Равная схватка получилась, как мы и предполагали. Спортсмены хорошо чувствуют, знают друг друга. Ну и вот. Ну, сложно, конечно, судить. Продолжает Да, очень такие... диалог, да, судьи. Очень сложно вот арбитру бывает в таких ситуациях, которые за долю секунды, да, происходят. Даже вот на повторе мы точно не можем. У кого раньше отошли руки? Ну, теперь представьте, какого судьи, да? Ну. Ну, тут на помосте Эмиль Мусаралиев уже начинает, ну, уже отпраздновал. Видимо, уверен спортсмен в синем, то, что балл будет назначен в его сторону. Ну и трибуны, в принципе, согласны. Спорные, да. Спорный все-таки. Да. Итак, все начинается сначала 0-0. Азат Таштанбеков и Эмиль Мусаралиев. Оба представляют Кыргызстан. За эту паузу спортсмены, наверное, успели уже восстановиться. Пока судьи обсуждали спорное положение. Также опять спорное вот такое положение. А хотя победу Нет, уже ну да, синему. синему дали очко. Какая упорная борьба все-таки идет, да, у нас? Да, тоже очень быстро все произошло. Даже сидя вот перед телевизором, невозможно было сразу определить, кто победил. Да, действительно трудно следить. У нас на табло, да, вот возле помоста счет, кстати, не поменялся по нулям. Там подозвали судью на помосте, и что-то там у нас идет опять-таки обсуждение. Во всяком случае, на экране у помоста счет 0-0. Вон стойку поднимается спортсмен, он ударил
получается, у того ноги отошли, по идее, уже у красного. Потом уже, заваливаясь, он перекрут палки сделал. Вот спортсмен поднимается, вот он его заваливает. У ноги отошли обе. Да, вот, должно быть в пользу синего. Да, 1-0. Азат Таштанбеков ведет в этой... Нет, конечно же, Эмилия Мусаралиев ведет 1-0. И как кричит Эмиль, но Сейчас. Азат Таштанбеков сравнивает счет. И что решит жребий? Внимание. Азат Таштанбеков будет выбирать хват. И спортсмены отправляются на короткую передышку. Получают оба от своих секундантов наставки. Ну и сейчас, конечно же, Упустил момент атаки. сейчас много решит то, у кого больше функциональной подготовки, кто лучше в этом плане лучше подготовлен, кто больше имеет большую волю к победе. Да. Итак, 1-1. Азат Таштанбеков, Эмилия Мусаралиев. Кыргызское противостояние в третьем круге группы А продолжается. Таштанбеков, он со старта вытягивает палку. Более такой, скажем, по силе превосходит своего соперника. Если он грамотно будет использовать это свое преимущество, у него шансы есть. Вот, вытянул. И да. И Азат Таштанбеков со счетом 2-1 побеждает в этом очень напряженном поединке. Ну и пожимают, да, руки, конечно же, Азат и Эмиль. Поблагодарили друг друга. Ну и, конечно, мы их благодарим за этот зрелищный и очень напряженный поединок. И сейчас мы ждем схватку Павла Черноградского. Да, уже в следующей паре выходит наш Павел. Вот тут Таштанбеков грамотно использовал свое превосходство в силе. Грамотно так На помосте на старте А. поработал в свою Арбит сторону движения. Протопопов Василий. Классические, скажем, можно сказать. Поработал и выиграл. Итак, дорогие друзья, насладились мы в замедленном действии победой Азамата Таштанбекова. Продолжает он вести борьбу в группе А. Ну а сейчас Эвандро Памина из Бразилии выходит в красных шортах. Ну и наш Павел Черноградский выходит следом. С волнением ждем старта этой встречи. Ну, Павел, несомненно, лидер в этой весовой категории. Я считаю, он должен доказать это сейчас тоже. Но его соперник из Бразилии, так, на взгляд, очень атлетично сложен. Посмотрим, что он может представить Павлу.
Эвандро Памина, чемпион Бразилии 2017 года, чемпион Южной Америки 2018 года. Также он победил и в абсолютном чемпионате Южной Америки в том же весе в 2018 году. То есть один из сильнейших маджингы Южной Америки сейчас на помосте. Сидит напротив Павла. Ну а Павел Черноградский, конечно, двукратный чемпион мира. Прежде всего, это говорит об очень многом. Итак, стартовала эта встреча, и Павел Черноградский 1-0. Кстати, мы вот сейчас вот назвали, да, маджины, да, вот надо, чтобы и наши зарубежные спортсмены привыкли к этому термину, наверное, чтобы они звали себя друг друга маджины. Было бы очень приятно, конечно. Да, мы вот как раз вот эти вопросы вчера на научно-практической конференции обсуждали. Вот, что термины специальные, вот такие спортивные термины масс-рестлинга развивать и использовать уже на международной арене. В этом плане работа проводится не только вот спортивными специалистами, скажем, да, но и подключаются уже специалисты, языковеды, скажем, лингвисты. Поэтому, надеюсь, в этом плане мы поработаем, и в скором времени будет у нас свой словарь спортивных терминов масс-рестлинга. Конечно, ждем этого. Ну а сейчас вторая схватка. И кто же из этих маджингы будет сильнее? И дается команда Че. Павел. 2-0. Павел Черноградский. Бразилец показал все, на что он на сегодняшний день готов. На старте очень хорошо поработал, но Павел, он уже лидер, скажем, уже у нас долгое время, да, его богатый опыт помог ему в этой схватке. На помост приглашаются женщины. Весовая категория 85 килограмм. Третий круг. Группа Б. Ну и Дарья Нестерова, Казахстан. на повторе видим, как Павел Михайлюк, Украина. побеждает. Продолжает Павел бороться за золото весовой категории до 90 килограммов. Ну а Эвандро Памина спускается в группу Б. Готовятся Назия Малимашева. Бейли Десен. Get ready for the next bout. Назия Малимашева, Кыргызстан. Бейли Десен, Канада. Тем временем у нас женщины выходят на помост А. Так, мы видим вот спортсменка из Украины и Казахстан, да? По всей видимости, да. Так, спортсменка из Казахстана активно работает. Да. 1-0. Впереди Дарья Нестерова, Казахстан. Повела в счете представительница Казахстана. Со старта тоже вытянула и до конца поработала. Ну и видим действия спортсменок в замедленном движение спортсменок в замедленном действии. Это у нас уже идет третий круг.
Сейчас уже вторая схватка. Началась тоже преимущество спортсмена из Казахстана. И со счетом 2-0 победила. Со счетом 2-0 победу одержала Дарья Нестерова. Дарья Нестерева, 42-0, the winner is представительница Казахстана, Kazakhstan. побеждает. Это у нас, как мы уже сказали, третий круг весовой категории до 85 килограммов. И Дарья Нестерева продолжает бороться за бронзовую медаль. Иван Михайлюк таким образом выбывает. А сейчас на помост приглашается следующая пара. Назия Маилбашева из Кыргызстана и Бейли Дэшен из Канады. Ну а пока видим, как Дарья Нестерева одержала победу над своей соперницей из команды Украины. К сожалению, наша спортсменка из сборной России Кристина Кочекосова закончила свое выступление в этой весовой категории. Здесь собрались очень сильные спортсменки. Да, очень сильный состав в этой весовой категории. И Маливашева Назия из Кыргызстана и Бейли Дэшен из Канады. В первом круге Дэшен победила, во втором проиграла. В первом круге спортсменка из Канады очень силовой манере победила. Сейчас посмотрим, что она сможет показать против киргизской спортсменки. Киргизская равная схватка, скажем. И неаккуратно, да, вот Бейли действовала. Тут же Назия Малибашева воспользовалась этой ошибкой и повела в счете 1-0. Да, и не смогла контролировать вот положение своей ноги. Вот, чуть неправильно поставила и сразу же вот контрдюжин. Вот движение, когда делает, не контролирует за положением своей ноги. Please get ready for the next bout. Merizul Kane from United States of America. And Olesa Gureva. Ну и представительница Кыргызстана ведет в счете 1-0. Представительница Канады Бейли Дэшен получает последние наставления от своих секундантов, в том числе Сарданы Осиповой. И у нас все готово для того, чтобы начать вторую схватку в этом очень интересном противостоянии. Спортсменки уже третью схватку, да, скажем, за первую половину дня проводят. Это очень, скажем так, нагрузка очень большая, значительная нагрузка идет на спортсменов. Безусловно. Спортсменка из Канады Бейли Дэшен. Очень насыщенная программа. Скажем, полчаса назад уже спортсмены проводили схватки, потом уже второй раз выходят. Некоторые просто не успевают восстановиться, наверное. Вот, собралась решение и показала свои вот качества и вырвала. В первом круге она тоже очень сильно так работала, хорошо. Ну и хват будет выбирать представительница Кыргызстана Назия Малибашева. Ну и в замедленном действии у нас есть возможность увидеть, как же Бейли Дэшен сравняла счет и перевела встречу на третью схватку. Спортсменам нужно вовремя вот
успеть восстановиться за время, которое дается между поединками, между схватками, скажем. Всем представителям и тренерам команд собраться у помоста. Small announcement. Please, all the representatives Итак, решающая схватка сейчас у нас начнется. after the preliminary fights, please get to the platform. У кого больше сил осталось? Да. Это уже третий период, третья схватка. Усталость накапливается. Ну и нужно сейчас подключать все резервы, все оставшиеся силы и выложиться в эти секунды. Итак, на чьей стороне будет победа? Канадская спортсменка атакует. Киргизка победила. Да, Назия Малибашева становится победительницей в этой упорной встрече. 2-1. Представительница Кыргызстана побеждает. Принимает поздравления Назия. Ну а Бейли Дэшин завершает свое выступление на чемпионате мира. Напоминаем о том, что это группа Б, ведется борьба за бронзовые медали. Девушки, скажем, оставили все на помосте, кажется. На помост приглашается Ну да, видим, как Работает. обе спортсменки работают. Да. Немножко, может быть, больше сумбура было, но это ничуть не умаляет. Да, вот главное, от души до конца боролись девушки. Подарили очень яркую Да. встречу. Ну что же, дорогие друзья, сейчас у нас ждет состязание, встреча той же весовой категории, но уже группа А. Мэри Тул Кейн из Соединенных Штатов Америки. Ее соперница Олеся Гуреева, Узбекистан. Да, очень обе сильные спортсменки. Мы их в самом начале сразу отметили, что с первого круга были очень физически сильные. И вот в силовой манере, кто кого перетянет, вот прошла эта схватка. Ну и на сей раз мы видим, перетянула, да, Мэри Кейн. Да, Мэри Кейн, она со старта немножко вот тоже направление тяги поменяла. Не просто по прямой, а чуть с наклоном в сторону. Поэтому, может быть, Олеся и не смогла показать свои сильные качества. И когда уже вот такие спортсменки выступают, кто берет палку на свою сторону, у той уже преимущество. Потому что она уже может более удобное положение занять и увеличивать свою силу тяги. Поэтому я считаю, вот когда вот такие обе сильные силовые такие спортсменки встречаются, у них самое главное вот старт, кто вытянет. Ну, сейчас тоже вот старается вытянуть американка. О, И да, но все-таки впечатляющую тягу демонстрирует представительница США. да. Обнимаются Олеся спортсменки. И победительница зональных соревнований США, профессиональный бодибилдер Мэри Тул Кейн, побеждает в этой встрече и продолжает борьбу за золото. Мужчины, весовая категория 90 килограмм, четвертый круг, группа Б. На помост приглашается Ирмере Норберт Дошлоки, Венгрия, Кристиано Антонио Ренер, Бразилия. Men up to 90 kilogram. We invite to the platform Imre Norbert Dusnoki, Hungary, and Cristiano Antonio Renner, Brazil.
Ну и мы видим на повторе, да, как Мэри Кейн благодаря вот этой вот просто ну, очень сильной тяге добилась успеха в этой встрече и тем самым обеспечила себе право На помост продолжить приглашается Кристиано бороться за золотую медаль турнира. И у нас четвертый круг уже. Четвертый круг. И у нас представитель Венгрии на ваших телеэкранах. И против него сейчас, как я понимаю, выйдет бразилец Криштиано Реннер. Как раз он вот на ваших телеэкранах. Но оба спортсмена тоже, конечно, проявили себя очень здорово на предыдущих этапах соревнования. Запомнились они и болельщикам, которые собрались. Оба, конечно, уже вызывают определенные симпатии, что и можем сейчас слышать, да, приветствуют спортсменов трибуны, приветствуют спортсмены друг друга. Криштиано Антонио Реннер, Эмре Норберт Дусноки. готовятся Иззатуллов Хусейнов. Но это у нас спортсмены группы Б, проигравшие выбывают с дальнейшей борьбы. Но тут уже появились личные болельщики Криштиано Антонио. Его одна радость именно этого персонального болельщика. Представитель Бразилии вырывает первую палку 1-0. Ну и посмотрим в замедленном действии. Да, шансов не дал, скажем. В анкете Криштиано Антонио Реннера указано то, что он является чемпионом южноамериканского Арнольд Классик последних 3 лет. Так, начинается вторая схватка. Ну что ж, а что же будет, да, во второй схватке, мы узнаем прямо сейчас. Дается команда Че и Уже преимущество у венгерского спортсмена. сравнивает венгер счет 1-1. Да, конечно, буря эмоций у представителя Венгрии. Да, на старте немножко запаздывает спортсмен из Венгрии. И хват будет выбирать венгер, который только что сравнял счет. Да, а так, судя по второй схватке, если по прямой тяге, то у Венгра есть преимущество. Поэтому ему на старте вот не упускать, и чуть позже он включается, сидит сперва. Вот если со старта сразу бы включался бы, вот как сейчас вот начал уже. Менее затратно было. Да. Вот это немножко вот то, что не дорабатывают некоторые спортсмены, да, со старта, чтобы включиться. Упускают момент, ждут как бы для себя удобное положение и упускают момент. Хотя физически они, может быть, и сильнее своего соперника. Очень интересный момент. Тут у нас соперники ведут соревнования не только находясь на помосте, Друг с другом, да? Да, с друг другом, но еще они ведут соревнования, кто же... Больше зрителей. Да, у кого больше болельщиков. Вот сначала вышел Эмре Норберт, призвал трибуны поаплодировать, а потом следом Криштиано Реннер тоже попросил его поприветствовать его. Очень интересное противостояние, за которым очень с большим интересом наблюдает переполненный триумф. Итак, решающая схватка. Венгер включается, да, он победил. И Эмре Норберт Дусноки.
Ну, посмотрите, дорогие друзья. Имре Норберт Досноки. Еще раз приветствуем победителя этой схватки. Поздравим спортсмена. Молодцы. Да. Ну и, конечно, Криштиан Антонио Реннер также благодарит трибуны. Болельщики, в свою очередь, благодарят и представителя Бразилии. Ну а сейчас мы видим, как Имре Норберт, как обнимается со своим секундантом, продолжает праздновать и отправляется отдыхать. Ну и, как мы уже отмечали, проигравший в этой схватке таковым является Криштиан Антонио Реннер, представитель Бразилии. Он выбывает из турнира. Ну а Досноки Имре Норберт, который вот на ваших телеэкранах очень бурно празднует свою победу, он продолжает бороться за право зайти на третью ступень пьедестала почета третьего чемпионата мира по масс-рестлингу. Ну, настоящее зрелище подарили нам спортсмены. А мы с вами сейчас ждем появления следующей пары. У нас в красных шортах сейчас на помосте стоит Изатулло Хусенов из Таджикистана. Его соперник, представитель Соединенных Штатов Америки, Адам Такер. Да, Адам Такер тоже очень яркие схватки нам подарил в первых кругах. Это у нас весовая категория до 90 килограммов. Группа Б. Проигравший вылетает. Итак, Хусенов, Такер. Такер по прямой тоже. В взрывном стиле таком. Не оставил шансов своему сопернику. Да, действительно, молниеносно стартовал американец. И посмотрим на повторе. Очень быстрая победа американца. Адам Такер также является участником и победителем зональных соревнований Соединенных Штатов. Что касается Изатулло Хусенова, у него в графе достижения ничего не записано. Может быть, представитель Таджикистана поскромничал. Итак, вторая схватка. Внимание. И да, все-таки Адам Такер. 2-0. Отметим такой взрывной, да, взрывную силу Адама Такера. Да, ничего не смог этому противопоставить Изатулло Хусенов. И представитель Таджикистана завершает свое выступление. Адам Такер продолжает бороться за бронзу чемпионата мира. Поблагодарили друг друга спортсмены. И вот колоритный американец идет отдыхать. Действительно, взрывной американец. Да, надо отметить, что многие американские спортсмены, они вот в таком стиле ведут свои схватки со старта. Что говорит о том, что у них очень хорошая физическая подготовка в силовом плане. И очень интересное празднование. Итак, у нас следующая пара. Гангулум Базарага из Монголии. Он в красных шортах. Вот он на ваших телеэкранах. И его соперником будет Эмиль Мусаралиев из Кыргызстана. Это у нас группа Б. Та же весовая категория до 90 килограммов. Победители продолжают бороться за третье место. Проигравшие, к сожалению, покидают турнир. Уже будут наблюдать дальнейшие события в качестве зрителя. Итак, Гангулум, Монголия, и Эмиль, Кыргызстан
В этом круге у нас отдыхает Вандера Помина. У кыргызского спортсмена, если заметили, там в шортиках написано «Тартыш». Ну, у них, как сказать, у нас Мастер-Д, у них Таях Тартыш. Таях Тартыш. Ну, это в своем языке. Ну и представитель Кыргызстана выходит вперед. Ну и отметим, да, вот продолжая разговор насчет шортов, изготовлены эти шорты так же, как и вот официальная продукция, да, по дизайну. Да. Очень похоже. По дизайну, вот по разработке спортивной экипировки очень вот, активно работает Центр национальных видов спорта имени Василия Манчара. Они вот запатентировали вот, специальные шорты дизайнерские массрестлинг, да. И со временем, я думаю, они будут совершенствоваться, да, потому что в каждом своем виде спорта должна быть своя экипировка, своя форма, соответствующая особенностям, специфике вида спорта, да. И появится, наверное, и обувь специально спортивная, и ну, и ремни и сейчас есть, да, но они постоянно будут совершенствоваться, и на ладонники. Ну, это еще один такой плюс к развитию бренда, да, масс-рестлинга. Да. И доски, и палки будут совершенствоваться, может материал, может еще что-то. Это все только, я считаю, это положительные моменты развития. И Эмиль Мусаралиев побеждает в этой встрече. Вчера вот, кстати, во время выставки там, наверное, многим заинтересовала вот эта стартовая машина, которая разработана у нас в республике, да. Были проведены такие тестовые соревнования с использованием этой старт-машины. Но пока официально правила еще не включены, использование таких машин, но тестовые соревнования были. Наверное, еще будут, и эти машины будут совершенствоваться, и тогда, конечно, облегчит это работу, я считаю, арбитров, и будут равные условия. Ну, действительно, очень интересное нововведение, но сейчас мы видим то, что пока что, да, у нас на помосте продолжают работать судьи. И у нас встречаются в этом поединке в красных шортах Ильяс Кадыров, Узбекистан, и Азат Таштанбеков из Кыргызстана. Стартует встреча, и Таштанбеков здорово. Да. 1-0. Хочется отметить, что вот киргизские спортсмены из Кыргызстана, да, у них техническая подготовка, да, на уровне. Что сейчас вот Таштанбеков показал, да, и 60 килограмм у них. Спортсмен тоже без проигрыша идет. Тоже в схожей манере тоже ведет свои схватки. А впереди Азат Таштанбеков, представитель Кыргызстана. И у нас уже начинается вторая схватка. 2-0. 2-0. Азат Победил Таштанбеков. Азат Таштанбеков. Победу одержал Азат Таштанбеков, Кыргызстан. Winning 2 points against 0. The winner is Azat Taштанбеков, Кыргызстан. Ну и благодаря друг другу спортсмены. И у нас Азат Таштанбеков четвертую победу. И после обеда, Спасибо, наверное, мы в финале его увидим против Павла Черноградского. Да. Очень интересное, конечно, противостояние нас с вами ждет. Ну и на повторе видим, как Азат Таштанбеков перетягивает палку, вырывает из рук своего соперника и
Тем самым добивается победы. Еще один круг, нам говорят, судейская коллегия. Пожалуйста, задержитесь, еще один круг. Да, тут раньше времени болельщики начали покидать свои места. У нас ждет еще один круг. Интересно, в какой весовой категории. Судьи сейчас, я думаю, решат этот вопрос и озвучат. И помимо Эвандро выходит первым, вслед за ним Имре Норберт Душноки. Эвандро Помина, представители Бразилии на ваших телеэкранах. Если мы вот до этого круга очень видели, да, болели за венгра, очень эмоциональный спортсмен, очень такие яркие схватки провел до этого. Надеемся, что у него силы остались на эту схватку еще. Да. Ну что ж, Имре Норберт Душноки и Эвандро Помина. Ждем очень интересного и упорного противостояния от этих атлетов. Венгерские спортсмены используют накладки на ладонях, которые защищают от срыва мозоли. По идее, такие накладки могли бы использовать все спортсмены. Итак, судья ждет, когда выровняется палка относительно опорной доски. И Арбитром работает наш один из очень опытных арбитров Игорь Малаев. Видим, ровно держали спортсмены палку. и балл венгру. Венгерский спортсмен. Челлендж. Так, тем более такой спорный момент был. Ну и давайте посмотрим в замедленном действии. Так, сейчас вот палка находится на середине. Более активный бразильский спортсмен, но с этого ракурса не очень хорошо видно, у кого нога отошла раньше, да? Ну тут, да, тоже трудно разобраться, трудно понять. Ну, арбитр был рядом, наверное. Ну да, лучше всего, конечно, было видно арбитру. Ну и Норберт Имре Душноки, конечно же, празднует. Посмотрим. Сначала, да, было объявлено то, что балл присуждается. Но сейчас на табло помоста у нас горят нули. Да, и решение арбитра оставили без изменений. 1-0. Да, все-таки 1-0. Впереди Имре Норберт Душноки. Ну, первые схватки бразильский атлет очень хорошо со старта работал. Ну, вот, единственное, на контрдвижение не смог отреагировать и упал, скажем так. Оторвал обе. Физически венгер не имел преимущества. Итак, схватка номер 2. Вот, тоже был бразильский атлет использовал свое преимущество, скажем так, по силе, да, вытянул и без остановки начал работать и довел дело до победы во втором периоде и счет сравнял. Что решит жребий? Эвандро Помина. Мне кажется, все-таки у венгерского атлета адреналина чуть поменьше стало. И запаса
того вот драйва, ту энергию, что он потратил до этого, уже не хватает, скажем, не достает. Ну да, заметно меньше вот этих криков, да? Да. Поэтому очень тоже важно, когда вот такие длинные соревнования, да, рассчитать свои возможности, свою силу на все вот схватки. Правильно, Поэтому, грамотно распределить. да. Поэтому, когда мы видим наших лидеров, того же Павла Черноградского, да, какие они собранные, как выходят, стараются затратить меньше усилий. Ну и Ну, сейчас посмотрим. Сейчас, если он не включится, то шанс у бразильцев больше. отметим еще раз, что это у нас 5-й круг. Да. Итак, решающая схватка. Тоже вот бразильский чуть на своей стороне держит. Венгер не может подровнять. Это тоже может говорить о том, что Венгер немножко устал. Хотя Нилсон, ну, И молодец. все-таки Имре Молодец. Норберт. Все-таки нашел в себе силы. И Ну и уже ставшее традиционным, да, в исполнении венгра такое красочное празднование. Имре Норберт Душноки, дорогие друзья. Принимает поздравления. молодец. Очень яркий, конечно, очень яркий, харизматичный участник нашего чемпионата мира. Ну и как же не поиграть, да, на камеру перед тем, как уйти на заслуженный отдых. Молодец. Пожелаем ему удачи после обеда, да, скажем. Да. Ну вот говорили о том, что нет у него уже того запаса вот этого вот драйва, адреналина, да, но смог все-таки. Смог собрать. В нужный, в решающий момент он своевременно нашел в себе эти силы и вырвал победу. Имре Норберт Душноки, молодец, представитель Венгрии. Ну, а мы и видим, да, на переднем плане, как же расстроился Иван Драпамина из Бразилии. Хватается за голову, но, как и в любом виде спорта, конечно же, в масс-рестлинге есть победитель и должен быть проигравший. В данном случае им является Иван Драпамина. Ну и радость победителя на ваших телеэкранах. А у нас тем временем на помост выходит следующая пара. У нас в красных шортах Адам Такер, США, и Эмиль Мусаралиев, Кыргызстан, в синих шортах. Да, у Такера мы отмечали его взрывной, да, характер ведения схватки. Со старта резко атаковал. Сейчас посмотрим, что может противоставить спортсмен из Киргизии. Итак, начинается эта встреча. Ну, тут не получилось, да, Такеру сразу Да. на взрывной волне вот сразу вырвать палку. Да, очень хорошая динамичная схватка. Так, предупреждение дали киргизскому спортсмену за то, что был перекрут палки более 90 градусов. Хотя уже было преимущество на его стороне, кажется. Если бы немножко контролировал свои движения, то мог бы и до победы довести вот в этом периоде. Итак, возобновляется встреча. Очень упорная борьба идет. И, да, Мусаралиев 1-0. Да, 1-0. В предыдущей схватке мы помним, как Адам Такер на старте прям здорово сразу моментально включался и вырывал, да, палку у соперника. Но тут мы видим уже возникли проблемы у американца. Вот когда со старта не получается, да, вот уже тут
другие качества решающие на первую очередь выходит. Выносливость, да. Вот. Это положение, когда спорный момент. Или что? Забыл. Да, видим, как оба спортсмена очень активно работают, но в итоге в этой схватке сильнее оказался Эмиль Мусаралиев. Нас с вами ждет вторая схватка, но мы видим то, что опять там у нас Да. совещание у судейской. Эмиль Мусаралиев ждет оглашения. Судья на помосте приглашает спортсменов. На табло 1-0. Да, пока видим на табло 1-0. В пользу Эмиля. У А Адама там Такера, Такера- да. Мозоли сошли, по всей видимости, да. Медицинская помощь. Понадобилась. Ну и счет оставили прежним 1-0. Впереди Мусаралиев. Мусаралиев очень грамотно защищался. Против таких спортсменов взрывных, если ты затянешь, да, у тебя шансы повышаются. Обычно такие спортсмены первые, скажем так, 8-10 секунд. Но сразу на этот раз Мусаралиев со старта решил поработать. Моя палка сказала. Да, на правах победителя все-таки выдернул, да, палку Эмиль Мусаралиев, Кыргызстан. Ну да, 2-0. С таким счетом держал победу представитель Кыргызстана. Ну а Адам Такер, ну да, конечно, поблагодарили друг друга, пожали руки. Адам Такер выбывает из чемпионата мира на стадии 5-го круга. Благодарит американец трибуны. Поздравления принимает и Эмиль Мусаралиев. Ну что ж, дорогие друзья, это была заключительная встреча утренней программы. Напоминаю, перед тем, как попрощаться, еще раз хотелось бы напомнить вам, дорогие друзья, пока мы смотрим повторы победы Эмиля Мусаралиева, еще раз продублируем. Дорогие друзья, сегодня в 14:30 у нас будет торжественная церемония открытия чемпионата мира. А 16:00 мы уже начнем просмотр финальных встреч и поединков за бронзовые медали. Очень интересная утренняя программа получилась. Я думаю, вы с нами согласитесь, дорогие телезрители. Увидели мы много красочных побед, увидели и упорную борьбу, увидели и очень колоритных спортсменов, которые порадовали трибуны не только своим спортивным мастерством, но и вот яркими празднованиями и тому подобное. Ну что ж, дорогие друзья, мы прервемся с вами на перерыв. Напоминаю еще раз, в 14:30 будет церемония открытия чемпионата мира. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами, следите за чемпионатом мира на наших телеканалах.
Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители спорта, в частности, масс-рестлинга. Национальная вещательная компания «Саха» начинает трансляцию первого соревновательного дня чемпионата мира по масс-рестлингу. Дорогие друзья, мы приступаем к вечерней программе, в рамках которой мы, конечно же, в первую очередь насладимся красочной церемонией открытия мирового первенства и потом приступим к просмотру самого интересного в рамках первого дня. Конечно же, это схватки за бронзовые медали чемпионата и, конечно же, финалы, которые определят лучших в мире по нашему виду спорта. Нас ждет очень интересный вечер, ну а прямо сейчас давайте посмотрим, что же нам подготовили организаторы в рамках церемонии открытия. Внимание! Начинается парад спортсменов-участников третьего чемпионата мира по масс-рестлингу. Ladies and gentlemen, we now begin the parade of athletes of Mass Wrestling World Championship. Открывает парад колонна судей третьего чемпионата мира по масс-рестлингу. Парад возглавляет главный судья чемпионата, судья международной категории Фетисов Павел Викторович, Республика Казахстан. Welcome the judges of the championship with the chief referee, internationally certified judge Pavel Fetisov, Kazakhstan. Желаем судьям чемпионата мира по масс-рестлингу честной и объективной работы на соревнованиях, новых имен, новых чемпионов и победителей. We hope that your fair judging will help discover new stars during the championship. Австралийский союз. The Commonwealth of Australia. Азербайджанская республика. Republic of Azerbaijan. Республика Армения. Republic of Armenia. Исламская республика Афганистан. Islamic Republic of Afghanistan. Республика Беларусь. Republic of Belarus. Федеративная республика Бразилия. Federative Republic of Brazil. Венгрия. Hungary. Социалистическая республика Вьетнам. The Socialist Republic of Vietnam.
Федеративная Республика Германия. Federative Republic of Germany. Грузия, Georgia. Арабская Республика Египет. Arab Republic of Egypt. Республика Индия, Republic of India. Иорданское Хашемитское Королевство. Hashemite Kingdom of Jordan. Республика Ирак, Republic of Iraq. Исландия. Republic of Iceland. Республика Казахстан, Republic of Kazakhstan. Канада. Canada. Кыргызская республика, Kyrgyz Republic. Латвийская Республика. Republic of Latvia. Ливанская республика, Lebanese Republic. Литовская Республика. Republic of Lithuania. Монголия, Mongolia. Исламская Республика Пакистан. Islamic Republic of Pakistan. государство Палестина, State of Palestine. Республика Польша. Republic of Poland. Республика
Республика Сербия. Republic of Serbia. Сирийская Арабская Республика. Syrian Arab Republic. Словацкая Республика. Slovak Republic. Соединенные Штаты Америки. The United States of America. Республика Таджикистан. The Republic of Tajikistan. Туркменистан. Turkmenistan. Республика Узбекистан. Republic of Uzbekistan. Украина. Ukraine. Восточная Республика Уругвай. Oriental Republic of Uruguay. Чешская Республика. Czech Republic. Эстонская Республика. Republic of Estonia. Финляндская Республика. Republic of Finland. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Российская Федерация. Russian Federation. Желаем всем участникам третьего чемпионата мира по масс-рестлингу честной и бескомпромиссной борьбы, красивых побед, а зрителям незабываемых впечатлений. Для торжественного открытия третьего чемпионата мира по масс-рестлингу приглашаются председатель правительства Республики Саха-Якутия
Владимир Викторович Солодов. For the official opening of the third Mass Wrestling World Championship, please welcome the Prime Minister of the Sakha Republic Yakutia, Vladimir Solodov. Заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Владимировна Томилова. Deputy Minister of Sports of the Russian Federation, Ms. Marina Tomilova. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, президент Международной Федерации масс-рестлинга Александр Константинович Акимов. Vice Chair of the Council of the Federation Committee on Federal Structure, Regional Policies, Local Self-Governance and Affairs of the North, the President of the International Mass Wrestling Federation, Alexander Akimov. Слово предоставляется председателю правительства Республики Саха-Якутия Владимиру Викторовичу Солодову. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of the Sakha Republic Yakutia, Vladimir Solodov. Уважаемые участники, судьи, почетные гости, зрители третьего мирового чемпионата по масс-рестлингу, разрешите мне от имени правительства Республики Саха-Якутия и от себя лично сердечно приветствовать вас на сегодняшнем спортивном празднике. Dear participants, dear distinguished guests, it's a great pleasure for me to welcome you here in Yakutsk on the opening ceremony of the third World Championship of Mass Wrestling. Be welcome to Yakutsk, Russia. Сегодня на спортивном празднике собрались представители более чем 39 стран. Со всего мира съехались спортсмены и судьи. И сегодняшнее событие в очередной раз показывает ценность спорта для нашей жизни. Dear guests, today we have guests from over 39 countries of the world. Athletes, judges, coaches, all came here to once more prove to us the value of the sport. Народные игры и состязания Якутии уходят своими корнями в глубокое прошлое. И сегодня, спустя века, они превратились в захватывающие современные виды спорта. Как и много столетий назад, самые сильные, ловкие и быстрые выходят победителями в самых острых поединках. Ethnic games have their roots deep in the past, and now we see them evolved in exciting modern sports, where the strongest win in exciting battles. Победители сегодняшнего чемпионата по масс-рестлингу будут вписаны в историю спорта не только Республики Саха-Якутии и России, но всего мира. Мы гордимся тем, что масс-рестлинг, борьба хапцагай, якутские прыжки имеют самую широкую популярность не только у нас в республике, но и выходят на всероссийский и международный уровень. Свидетельство тому – успешно проведенные чемпионаты России, Европы, Азии, Африки, Америки, чемпионаты и Кубки мира. И, конечно, сегодняшнее значимое событие. The winners of today's competitions will be the best not only in the Sakha Republic or Russia, but in the world. And we are extremely happy that our ethnic events such as mass wrestling, hapsagai wrestling, Yakut jumps are now gaining popularity all around the world. And the proof to it we see in numerous championships and competition held on all of the continents of the world, and of course today's event. Развитие национальных видов спорта и поддержание традиций определены в числе приоритетных мер реализации государственной национальной политики Российской Федерации и поддерживаются
непосредственно президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ethnic sports are among priorities of the development of Russian Federation, and they are also a priority personally to the President of Russia, Mr. Vladimir Putin. Правительство Республики Саха-Якутия проводит большую работу с федеральными органами власти, с Государственной Думой, с Министерством спорта Российской Федерации, и мы намерены в дальнейшем продвигать национальные виды спорта во всех регионах нашей страны и за рубежом. And the government of the Republic is doing much work with the federal authorities, and we are planning to promote mass wrestling in Russian regions and abroad. Наши мудрые предки оставили нам в наследство прекрасные народные игры и состязания. Сегодня мы возвысили их до спорта мирового уровня. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с открытием чемпионата, желаю спортсменам удачи, а болельщикам самых ярких впечатлений от поединков. Our ancestors gave us these ethnic traditional games, and now we see them as world-class sports. So, dear audience, once again I would like to congratulate you on the start of this event, and I wish all the best to the athletes and bright impressions for the audience. Разрешите объявить чемпионат мира по масс-рестлингу открытым. Allow me to declare the third championship open! Государственные награды вручает председатель правительства Республики Саха-Якутия Владимир Викторович Солодов. Указ главы Республики Саха-Якутия за значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие спортивного сотрудничества, пропаганду и продвижение масс-рестлинга на международной арене наградить почетным знаком Республики Саха-Якутия за укрепление мира и дружбы народов Оливейра Вилмара,
вице-президента Международной Федерации Масс-Рестлинга, президента Федерации Масс-Рестлинга Федеративной Республики Бразилия. For significant contribution into strengthening peace and friendship, development of sports cooperation and promotion of mass wrestling in international arena. The badge of honor of the Sakha Republic Yakutia for strengthening peace and friendship of people is given to Vilmar Oliveira, Vice President of International Mass Wrestling Federation and the President of National Mass Wrestling Federation of Brazil. Наградить почетным знаком Республики Саха-Якутия за укрепление мира и дружбы народов Алымбекова Искендера Кенешебековича, президента Федерации масс-рестлинга Кыргызской Республики. The badge of honor of the Sakha Republic Yakutia for strengthening peace and friendship of people is given to Iskender Alimbekov, the president of Mass Wrestling Federation of Kyrgyzstan. За заслуги в области физической культуры и спорта, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный тренер Республики Саха-Якутия» Боярову Николаю Ивановичу, тренеру-преподавателю отделения масс-рестлинга детско-юношеской спортивной школы Мегина Кангаласского улуса. For achievements in physical culture and sports and contribution to social-economic development of the Republic and standing efforts, the honorary coach title of the Sakha Republic Yakutia is given to Nikolai Boyarov, the coach of Children's Sports School of Megino-Kangalasky region. Присвоить почетное звание «Заслуженный тренер Республики Саха-Якутия» Готовцеву Ивану Степановичу. Ну что ж, дорогие друзья, зарядились по полной, так сказать, перед стартом главных схваток первого соревновательного дня чемпионата мира. Просто потрясающая церемония открытия. И сейчас у нас вручаются награды указом главы Республики Саха-Якутия. На ваших телеэкранах Иван Степанович Готовцев. Получил он заслуженного тренера Республики Саха-Якутия. Награды находят своих героев. И теперь вручается награда заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия. А вручается она Анатолию Егоровичу Петрову, учителю физической культуры средней общеобразовательной школы села Маркёль Сунтарского улуса. Пользуясь случаем, вот от души поздравляю вот своих коллег, вот, Боярова Николая Ивановича, ведущий наш тренер детский. Среди его воспитанников можем назвать таких известных мастеров, как Пенигин Александр, Аринкин Александр, Татаринов Николай, Еремей Жирков. Они все в свое время становились чемпионами нашей республики. Также хочу особо поздравить Ивана Степановича, моего друга, однокурсника, с этой высокой наградой, воспитанниками Ивана Степановича. Ну а сейчас предоставляется слово заместителю министра спорта Российской Федерации Марине Владимировне Томиловой. Разрешите вам передать слова приветствия от министра спорта Российской Федерации Павла Анатольевича Колобкова. Dear friends, guests, athletes, judges, and organizers, and all who came today, allow me to extend my greetings from the Minister of Sports of Russian Federation, Mr. Kolobkov. От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично рад приветствовать участников, организаторов и гостей третьего чемпионата мира по масс-рестлингу. On behalf of the Ministry of Sports and from myself personally, I am glad to welcome all the guests and participants of the third Mass Wrestling World Championship. Масс-рестлинг в Республике Саха-Якутия имеет многовековую историю и большую популярность, что стало одним из оснований снова доверить столице региона провести мировой турнир по этому зрелищному виду спорта.
Mass wrestling has a long history and is very popular in the Republic. That is why the Republic was given the right to hold the World Championship once again. Якутск принимает уже 200 участников из 39 стран мира, что доказывает, что масс-рестлинг активно развивается, завоевывая любовь поклонников по всему миру. Now we have over 200 participants from 39 countries, which says that it is actively developing all around the world. Желаю участникам соревнований показать свои лучшие результаты, а зрителям ярких эмоций, незабываемого спортивного зрелища и хорошего настроения. Министр спорта Российской Федерации Павел Анатольевич Колобков. So I wish all the participants to get their best results and the audience to have unforgettable impressions. The Minister of Sports of the Russian Federation, Pavel Kolobkov. И я думаю, что мы все вместе с вами скажем сейчас нашими эмоциями огромное спасибо гостеприимным хозяевам. Спасибо огромное правительству Республики Саха-Якутия, что в этот жаркий якутский день нам здесь, в Триумфе, жарко. И мы вам благодарны, что вы всегда встречаете гостеприимно и активно развиваете спорт. Спасибо, аплодисменты все. So I want to thank the hosts and the government of the Republic. Said on this cold day we can really feel the warmth in this Triumph Sports Arena. So applause and big hands to all of you. Thank you. Министерством спорта Российской Федерации присвоено спортивное звание «Спортивный судья всероссийской категории по масс-рестлингу» Сивцеву Ивану Васильевичу, Федерации господина старшему Колобкова. инструктору-методисту И сейчас Государственного бюджетного будет учреждения Республики вручение Саха-Якутия, республиканских следующих спортивных наград. Министерством спорта Российской Федерации присвоено спортивное звание «Спортивный судья всероссийской категории по масс-рестлингу» Ивану Васильевичу Сивцеву, старшему инструктору, методисту Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары. Спортивный судья всероссийской категории по масс-рестлингу Шарину Дмитрию Иннокентьевичу. Следующим награду получает Шарин Дмитрий Иннокентьевич, мастер спорта Республики Саха-Якутия, отличник физической культуры и спорта республики. Награждение проводит заместитель министра спорта Российской Федерации Томилова Марина Владимировна. Еще раз поздравляем Дмитрия Шарина. А теперь на сцену приглашается Петр Петрович Баттахов, мастер спорта Республики Саха-Якутия. Ему также присваивается звание спортивный судья всероссийской категории по масс-рестлингу. Спортивное звание «Спортивный судья всероссийской категории». Такое же звание присваивается Савинову Афанасию Егоровичу, мастеру спорта республики, отличнику здравоохранения Республики Саха-Якутия. Надо отметить, что увеличение наших судей, да, которые имеют всероссийскую категорию, очень хорошо, потому что это одно из требований, когда проводятся чемпионаты России, да, чтобы судьи тоже соответствовали статусу, и тогда спортсмены будут получать спортивные звания, вот, мастеров спорта России и так далее. Ну а теперь слово предоставляется президенту Международной Федерации масс-рестлинга Александру Константиновичу Акимову. Vice Chair of the Council of the Federation Committee on Federal Structure, Regional Policies, Local Self-Governance and Affairs of the North, the President of the International Mass Wrestling Federation, Alexander Akimov. Этиктабуллах, Сахасирин улақтақтыра, бар жаным, спортсменнар, судьялар,
Irak'tan Çugas'tan kelbet yılcıtlar ehegine barıgıtın Federasya Seviyetin Vanna Ando Cutağı Federasyatından bugünkü ulahan tühülgenden Ando Cutağı tühülge ahıllıbıtından mastardı hitigar istitek istinnek eğer delir bin konulan. Dear people of Yakutia, dear athletes, dear guests, today I want to congratulate you on the opening of this event on behalf of the Council of Federation and on behalf of the International Mass Wrestling Federation. Дорогие друзья, уважаемые участники, спортсмены, судьи, тренеры, наши уважаемые гости, позвольте от имени Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, от имени председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, от имени Международной Федерации масс-рестлинга сегодня еще раз поприветствовать всех участников, всех жителей нашей огромной Якутии с этим замечательным праздником спорта, проведением третьего чемпионата мира на древней земле Оланхо, на земле Туймады. Dear friends, let's all celebrate this wonderful event, the opening of the third Mass Wrestling World Championship in the motherland of the sport, the land of Olancho. Дорогие друзья, наш северный народ, северные народы, которые проживают в сложных, трудных природно-климатических условиях крайнего севера, мирный народ и всегда вносит свою лепту в мировую цивилизацию. И мы знаем, наш эпос Оланхо, преданный нам, предками, стал шедевром устного наследия человечества ЮНЕСКО. Наш Сосохай, наш Исех, Таюк, Хамус становятся мировым достоянием. Это мы видим сегодня. Это часть нашей культуры, нашего древнего северного народа. И сегодня масс-рестлинг уверенно шагает по всей планете. И мы видим, что масс-рестлинг скоро достоянием международного олимпийского движения. Мы в это верим. Our northern people have been living in difficult conditions, but we've always been peaceful and always tried to make a contribution to civilization. An example of it might be the Olancho epic tales, recognized by UNESCO as intangible cultural heritage. The same goes to numerous other examples of heritage like Isech Festival, Asochai, Hamus instrument. This is all now the heritage of the world. And I see that mass wrestling is standing strong on the planet now. And I think this is a priceless experience and a good potential. Дорогие друзья, сегодня, пользуясь случаем, я от имени Международной Федерации масс-рестлинга хотел бы выразить огромную признательность и благодарность за поддержку правительства нашей республики, наших спонсоров, главы республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева, всех наших друзей, которые с нами рядом, Министерство спорта Российской Федерации, который первым признала именно масс-рестлинг как российский вид спорта. За это мы благодарны сегодня. And on behalf of the International Mass Wrestling Federation, I would like to say thanks today to the government of the Republic, to our sponsors, to the head of the Sakha Republic, Mr. Arsen Nikolaev, to all our friends and the Ministry of Sports of the Russian Federation, because they were the first to recognize our mass wrestling as a sports event. Сегодня Международная Федерация
в своих рядах насчитывает более 50 стран нашей огромной планеты. Еще есть желающие вступить в Международную федерацию. И мы сегодня на проходившей конференции обсудили перспективу, концепцию развития масс-рестлинга до 30-го года. И мы уверены, что такими шагами, такими темпами масс-рестлинг обязательно войдет в олимпийское движение. And today, the Mass Wrestling International Federation unites over 50 countries, and there are more candidates that want to join. So today at the conference, we discussed the future until 2030. And I think with these successful steps, we will make our dream come true and will become the part of Olympic family of sports. Tümüger min sakalı etiyemete, uruydanın sakamaha, sügüremen bugün min alluk maska, arbağakka, sergaga, bihige, maspıtıgar, mastardıhıtıgar, kinler macınılarıgar, kinler artık sualahan, urankay saha, alay vata, alim varagayar umayediyen bihigeren evet. And a traditional blessing in Sakha language, expression of hope that our mass wrestlers someday will bring us to the Olympics. Mastardıhıtıgar, uruy! 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 Kal, ay kal, ay kal. За личный вклад в развитие и популяризацию якутского национального вида спорта масс-рестлинг на мировом уровне благодарность Международной Федерации масс-рестлинга. Ну что ж, дорогие друзья, выступил президент Федерации Международной Федерации масс-рестлинга Александр Константинович Акимов. И сейчас за личный вклад в развитие и популяризацию якутского вида спорта, именно масс-рестлинга на мировом уровне, благодарность Международной Федерации вручается Тамбали Омар Мухтару, федеральному секретарю Национальной ассоциации традиционных видов борьбы Индии. Вот господин Тамбали на ваших телеэкранах. Благодарность Международной Федерации Также благодарность Международной Федерации масс-рестлинга вручается Абдуллаеву Самиру, вице-президента Федерации масс-рестлинга Азербайджана. Вас приветствует Ну что ж, дорогие друзья, выслушали мы все выступления официальных лиц, руководства республики, руководства Министерства спорта Российской Федерации. Сейчас перед вами выступит этногруппа Аярхан, после которой мы приступим к просмотру финальных и бронзовых встреч турнира. художественный руководитель, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии «Душа России», виртуоз хамусист мира Альбина Дегтярева. Ladies and gentlemen, please welcome international prize winners, legends of ethnic music, members of cultural program of London and Sochi Olympics, Ayarkhan Ethnic Group and its leader, honorary performer, award-winning Kamus player, Albina Degtyaryova. Ала салағынан тарағанын оларары, Айырхан аймақтара. Улу сұлуғынан ұтыян оларары, Ура
кечере уйолар ери күнүгери комогой комугунан жөгөй тедиминен уюл кабыдын угуннары кайың сүрге битин күдөгө кайың сүрүбүтүн бөгөр көтүгө кайың. Для вас прозвучал хомус, якутский варган. Пусть его чарующие звуки зарядят всех участников третьего чемпионата мира по масс-рестлингу оптимизмом и энергией. Let the magical sounds of Khamus, traditional Sakha instrument, inspire all of the participants of the third Mass Wrestling World Championship. Дорогие друзья, с большим удовольствием и небольшим волнением приступаем к просмотру вечерней программы первого соревновательного дня чемпионата мира по масс-рестлингу. С утра у нас проходила утренняя программа, предварительные схватки, в рамках которых мы увидели множество интересных поединков по итогам, и мы узнали по итогам участников вечерней программы. Ну что же, дорогие друзья, нас ждет в этой программе только самое интересное. Финалы и схватки за бронзовые медали чемпионата. Напоминаю, что сегодня у нас идут состязания в 6 весовых категориях. Это 55, 85, 75 килограммов среди женщин. А мужчина оспаривает лавры первенства в весовых категориях до 90, 60 и 125 килограммов. Ну что ж, как было объявлено уже в Центре спортивной подготовки «Триумф», программа будет открыта матчами, встречами за бронзовые медали в весовой категории до 55 килограммов среди женщин. У микрофонов для вас работаем мы, я Власий Сергеев и Александр Захаров. Добрый день. Как вот отметил Власий, до обеда мы посмотрели очень интересные схватки. Члены нашей сборной команды России, на мой взгляд, выступают очень достойно. Мы представлены в 5 финалах из 6. К сожалению, вот, в весовой категории до 85
наша девушка Кристина Кочекосова не смогла войти в призеры нынешнего чемпионата. А в остальных весовых категориях наши спортсмены будут бороться за первое место. Конечно, мы болеем в первую очередь за них. Да, безусловно, будем переживать за наших спортсменов. Ну, если говорить о цифрах, да, у нас на третьем чемпионате мира участие принимает 154 спортсмена, порядка из 39 стран. У нас прошла очень яркая церемония открытия турнира, был парад участников, и где мы могли воочию увидеть, насколько же широкая география участников представлена на мировом первенстве, которое Якутск принимает уже во второй раз. Да, и пользуясь случаем, вот, хочу еще раз вот поздравить тех наших тренеров, которые получили заслуженные награды. Это Готовцева Ивана Степановича и Боярова Николая Ивановича с заслуженным званием заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, а также Петрова Анатолия Егоровича званием заслуженный работник физической культуры и спорта республики. Итак, приступим к просмотру встреч за бронзовые медали. Весовая категория до 55 килограмм. На помост приглашаются Дилбара Иманканова, Кыргызстан. Вот она на ваших телеэкранах. А ее соперницей будет Павали Бат из Индии. Ну, спортсмены из Кыргызстана показывают очень хорошую подготовку и в физическом, и в техническом плане. Если я не ошибаюсь, у них уже по мужчинам 2 финалиста есть. Сейчас посмотрим. В предыдущей встрече Павали Бат со счетом 2-0 выиграл у Сальвиты Рукмане из Латвии. Что касается Дилбары Иманкановой, она с аналогичным счетом сильнее была Александра Швец. 1-0. Так, чуть не готовая сидела спортсменка из Индии. И со старта спортсменка из Кыргызстана не дала никаких шансов, вытянула. Тут обычно более опытные спортсмены, они до еще старта, то есть до команды Ч, уже сидят в таком напоре, скажем, да, в тяге. А вот когда вот свободный такой старт, тут, конечно, возможность упустить старт, вот это повышается. Ты сидишь, не чувствуешь соперника, поэтому желательно, чтобы с двух сторон был некий такой напор. Это тоже арбитр должен прочувствовать, как спортсмены вот натянули. И это, на мой взгляд, и лучше в том плане, что травму получить уменьшается. Риск, когда, да, получения риск травмы. получения травмы уменьшается. А когда вот так со свободного резко потянули, могут и спортсмены травму получить. Ну что ж, как мы видим, Дилбара Иманканова, представительница Кыргызстана, уверенно побеждает в этом бронзовом финале. И таким образом она становится первой медалисткой третьего чемпионата мира по масс-рестлингу. Поздравляем спортсменку из Киргизии. Очень рада она, наверное, потому что завоевала медаль чемпионата мира. Да, счет 2-0. И подтвердила то, что мы говорили, да, сборная Киргизии на этом чемпионате очень достойно подготовилась. Поединок за третье место. На помост приглашается Мы на повторе видим. Ирина Муляшева, Узбекистан. Так, Иманканова без особых проблем вырывает вторую палку и добивается права вступить на третью ступень пьедестала третьего чемпионата мира по масс-рестлингу. Поздравления принимает представительница Кыргызстана. Поздравляем ее тренерский штаб. Ну а сейчас на помост приглашается следующая пара. Это у нас Регина Муляшева из Узбекистана и ее соперница из Соединенных Штатов Америки Аида Мишель Диего Арроя. Спортсменки также оспаривают бронзовую медаль. Да,
спортсменка из Америки, она более, скажем, опытная, да, 76-го года рождения. Но спортсмены из Соединенных Штатов тоже показывают тут очень яркие схватки. Мы посмотрели в утренней программе. Да, вот Регина Муляшева, представительница Узбекистана, является чемпионкой республики. Также в ее активе серебряная медаль третьих всемирных игр кочевников. Спортсменки очень сосредоточенно сидят. Итак, стартовала встреча. И более молодая спортсменка, она более активно поработала и грамотно, используя вот шаги, победила в этой схватке. В хорошем настроении Регина, представительница Узбекистана, вырвав первую палку, поприветствовала зрителей, трибуны ответили аплодисментами. Ну, посмотрим, как все это было в замедленном действии. Дается команда «Старт», а точнее команда «Че». Вот тоже, да, скажем, вот наши команды, которые вот на якутском языке уже используют по всему мире, да, где международные соревнования проходят в других странах, там же также команды подаются на якутском языке, что отрадно, конечно, нам, как родоначальникам вида спорта. И это помогает сохранить вот такую самобытность вида спорта. Наоборот, это надо только развивать и поддерживать, я думаю. Тогда спорт будет более таким самобытным. Так, 1-0 на помосте. Безусловно, это как дзюдо команды даются на японском, в масс-рестлинге команды даются на якутском языке. Ну что ж, вторая схватка бронзового финала весовой категории до 55 килограммов. Женщины. Регина Муляшева. И не успел назвать фамилию, имя американки. Регина Муляшева вырывает вторую палку и становится бронзовым призером весовой категории до 55 килограммов среди женщин третьего чемпионата мира по масс-рестлингу. Поздравляем Регину, поздравляем тренерский штаб Узбекистана. Регина уже во второй схватке уже поменяла уже направление атаки. Если первый раз она ушла в левую сторону, сейчас уже в правую сторону. Тем самым, может быть, неожиданно было соперница из Америки. И на взгляд как будто бы легко победила, но это все стоит достаточных таких усилий проявить, чтобы победить другого, скажем, человека, который тоже сидит не просто так, он же тоже хочет победить. Конечно, в бронзовом финале Внимание! не бывает и Да. быть не может. Но, как мы видели, сильнее все-таки оказалась Регина Муляшева. И это ее пока что наивысшее достижение в спортивной карьере. Бронзовая медаль чемпионата мира, дорогие друзья, это многого стоит, поверьте. Итак, сейчас финал на ваших телеэкранах. Наталья Черноградская, Россия. Так, мы все болеем, конечно, за Наталью. Наталья уже последние годы является лидером нашей команды и России, и республики. Именитая, да, спортсменка. Секундирует Наталью вот ее личный тренер Алексей Агапов и старший тренер сборной команды России Яна Захарова. Кстати, если сказать, вот Наталья, она родом из Верхневлюйского района, Яна Захарова тоже из Верхневлюйского района. Поэтому там, наверное, сейчас сидят все, болеют за свою землячку. Болеет Верхневилюйский район, болеет Якутия, болеет Россия. И Да. ее соперница Шафак Мамадова, представительница Азербайджана. Итак, финал весовой категории до 55 килограммов. Решается судьба первой золотой медали на третьем чемпионате мира по масс-рестлингу. Дорогие друзья, все внимание на помост. Я думаю, прекрасно все слышат, как трибуны поддерживают Наталью. Итак, начинается схватка. Первая палка есть. Наталья 1-0. Наталья вот продемонстрировала вот, прием, который мы называем ушницкий. Да? При наружном хвате она тянет с наклоном за ту руку, которую взяла снизу. Получается,
очень нагружается при этом хват мизинца у спортсмена, который изнутри взял. Вот, наклоняет, ослабляет захват соперницы. После этого уже основная, скажем, такая тяга идет. Очень красивая победа в первой схватке. Какие эмоции, да? Ну, видно сразу, Наталья очень подготовилась к этому чемпионату и в очень прекрасной спортивной форме находится. И вторая схватка финальной встречи между Натальей Черноградской и Шафак Мамадовой. Сейчас уже захват поменяли девушки. Наталья взяла изнутри. Внутренний захват. Дается команда Че. Есть золото чемпионата мира. Наталья Черноградская. Поздравляем Наталью. Со счетом 2-0 победу одержала Наталья Черноградская, Россия. И все эти аплодисменты для Натальи Черноградской. Ликует Верхний Вилюйский район, ликует вся Якутия, ликует Россия. Да, присоединяюсь тоже и поздравляю Наталью с этой победой и его тренера Алексея Валерьевича Агапова. Ну что ж, и посмотрим на повторе. Да, очень здорово. Наталья проявила себя не только в финальной встрече, но и на протяжении действительно всего турнира. Да. И, скажем, на протяжении всего года, когда сборной-то, чтобы в России войти, очень сильная конкуренция. И там она очень сильных спортсменов победила и вошла, получила право представлять Россию на чемпионате мира. Готовятся Мария Мек, Эстония, Ирина. Ну что ж, еще раз поздравим Наталью, и мы идем дальше. Сейчас у нас весовая начинается состязание в весовой категории до 75 килограммов среди женщин. Также начинаем с бронзовых финалов. Первыми на помост вышли на ваших телеэкранах Мамми Кемпайнен из Финляндии. Ее соперница из Монголии Янгтюа Намсрай. Человека, преданного масс-рестлингу, у которого на спине Ну что ж, изображена палка, две мужских разыгрывается бронзовая медаль турнира. никогда не сдавайся. Все внимание на помост. Так, думаю, будет равная схватка тут. Спортсменки, на мой взгляд, более одинакового уровня. Посмотрим, сейчас схватка покажет. Но финская спортсменка активно старается атаковать. Ну, примерно равная борьба. Да. Инициатива переходит то с одной стороны в другую. Да, сейчас уже хват будет решать уже изнутри. Немножко закручивает. Тоже попыталась закрутить. И упорная борьба, по итогам которой Мамми Кемпайнен из Финляндии выигрывает в первой схватке 1-0. спортсменки, видно, потратили очень много сил. Сейчас секунданты у них работают, чтобы восстановить. Активно секунданты, сейчас посмотрели, массировали руки. Ну, если говорить о соперницах, да, вот этого бронзового финала, Энхтуя Насраи, она является чемпионкой Монголии. И вот закрутку сделала, закрутила грамотно, правильно, в нужный момент и вырвала палку. Хотя видно, что у финской спортсменки тоже пальцы уже так нагрузились, скажем. Сейчас посмотрим, сейчас захват, если поменяют. Которая представляет
Вот изнутри, да, взяла спортсменка из Монголии. Сейчас может все поменяться у них. Итак, противостояние Финляндии и Монголии в бронзовом финале весовой категории до 75 килограммов. Вторая схватка. Все внимание на помост. Дается команда Че. О, вот убежала. И Драма, 2-0. Не стала дело доводить на потом. И сразу со старта активно пошла в сторону. И победу одержала спортсменка из Финляндии. Поздравления принимает Мами Кемпайнен. Финляндия. И получается, у нас третья медаль идет в третью страну. Да? Уже Узбекистан, Кыргызстан и Финляндия уже имеет по медалям. Что тоже хорошо, наверное, для развития вида спорта. Ну и, конечно, да, радуются финны. Красивая, зрелищная победа в очень упорном бронзовом финале. Мами Кемпайнен из Финляндии также добивается пока что самого весомого успеха в своей спортивной карьере. Желаем ей и дальнейших побед. Ну а сейчас второй бронзовый финал этой весовой категории. На ваших телеэкранах Ирина Заславская, Украина. Ее соперница Мария Мек, Эстония. Да, хочу отметить вот спортсменку из Украины. Она в полуфинале, скажем, оказала очень достойное сопротивление нашей спортсменке. Проиграла со счетом 2-1 Саине Седалишевой. Очень была равная такая схватка. Сейчас посмотрим. Ирина является победителем второго и третьего этапа Кубка мира 2017 года. Дважды становилась серебряной призеркой чемпионата Украины в 2017 и 2018 годах. Готовится она начать встречу за бронзовую медаль чемпионата мира против Марии Мек из Эстонии. Что касается Мек, в ее активе бронзовая медаль на турнире Эстония Strong Women 2018 года. Ну и еще есть у нее победы на региональных соревнованиях Эстонии. Ну что ж, соперницы достойные друг друга. Если они не занимаются Strong Women, то в силе не должны уступать. И Ирина берет первую палку 1-0. 1-0 и вперед выходит Ирина Заславская, Украина. Обычно мы увидели до этого, как Ирина защищалась, а сейчас уже сама начала первым номером работать и добилась успеха. Ну да, на кону все-таки стоят. На кону стоит многое, а именно медаль бронзового отлива. Но Ирина решила с первых мгновений схватки идти вперед. Что у нее замечательно получилось. Посмотрим, что будет во второй схватке. Счет пока 1-0 в пользу Ирины Заславской. Видно, девушки уже специально тренируются по масс-рестлингу, как вот отмечал их тренер, да, представитель команды Украины. Из 6 членов сборной команды 5 это те спортсмены, которые специализируются именно в масс-рестлинге, а не в других каких-то силовых видах спорта. Ну, то есть нет такого, что параллельно занимаются, например, допустим, пауэрлифтингом, параллельно масс-рестлингом Да, выступают. да. Нет, они именно вот концентрируются именно на масс-рестлинге. Ну, только в таком случае можно добиться высоких результатов. Да. Итак, вторая схватка. Дается команда Че. И Ирина 2-0. Ирина Заславская становится бронзовым призером третьего чемпионата мира и принимает поздравления.
Еще раз поприветствуем, дорогие друзья, Ирина Заславская, обладательница бронзовой медали. И еще одна награда у нас отправится в Украину. Ну и посмотрим, как все это было в замедленном действии. Внимание! Тут выше и... Женщины, весовая категория до 75 килограммов. На помост приглашается. И таким образом, дорогие друзья, у нас стали известны обладательницы бронзовых наград в этой весовой категории. Как мы помним, ранее Мамми Кемпайнен из Финляндии первая завоевала право вступить на третью ступень пьедестала. И теперь Ирина Заславская, Украина. Ну и теперь финал. Финал этой весовой категории. На ваших телеэкранах только что была Саина Седалищева, Россия. А это ее соперница Анастасия Ивченко, Украина. Еще одна представительница Украины в заключительном этапе весовой категории до 75 килограммов. Готовятся Ванесса Давид, Ну вот, Венгрия. Саина Седалищева настраивается. И рядом с ним его личный тренер Иннокентий Федорович Макаров. Настраивают свою спортсменку. Они знают, что украинки очень сильные. Сейчас посмотрим. Очень интересное противостояние нас с вами ждет, дорогие друзья, в этом финале. Спортсменки поприветствовали друг друга. В первой схватке захват выбирает вот спортсмен с красной стороны помоста. И внутренний захват выбрала Анастасия. Многие тут, слышим, болеют за Саину. И она не огорчила местную публику. Уверенно вырвала первую палку 1-0. Саина, она, так, очень взрывная, быстрая спортсменка. Во всей своей схватке в такой манере ведет, быстро передвигается по доске. Резко может менять направление атаки. Ну и В техническом плане очень подготовленная, скажем. Ну и в этом случае тоже очень резво стартовала Саина и застала врасплох свою соперницу из Украины. Посмотрим, что Анастасия Ивченко сможет противопоставить нашей Саине во второй схватке. Напоминаю, на кону золотая медаль чемпионата мира по масс-рестлингу в весовой категории до 75 килограммов. Во второй схватке Саина выбрала внутренний захват. Но что-то не поменяла вот положение захвата. И да, да. 2-0. Саина Седалищева принимает поздравления. Молодец, Саина, молодчинка. 2-0. Победу одержала Саина Седалищева, Россия. Сейчас на повторе мы посмотрим, вот, какое положение захвата взяли соперницы, спортсменки, потому что ну, так может сказаться, что Саина был не очень выигрышное положение захвата. Этими хотела воспользоваться украинка, она хотела вот палку наклонить, вот, и в это время упустила как бы в тяге, да, скажем. Просто внимание у ее было только на работу на пальцах и упустила как бы вот тяговые усилия. За счет этого не смогла достойно оказать сопротивление. Ну, очень интересная, конечно, ситуация у нас сложилась во второй схватке, но во всяком случае, Саина молодец. Заслуженное золото третьего чемпионата мира. Еще раз поздравляем Саину. Поздравляем тренерский штаб сборной России. Проделана, конечно, большая работа по итогам которой стала золотая медаль. Дарья Нестерова, Казахстан. Now matches for the third place in women's category Дорогие друзья, мы 25 kilograms.
Идем дальше. Это у нас весовая категория до 85 килограммов. Бронзовый финал также на ваших телеэкранах. Ванесса Дэвид из Венгрии. Ее соперница вот Дарья Нестерова, Казахстан. Сборная Венгрии тоже представлена почти во всех весовых категориях была, да? Очень сильную команду привезли. Итак, поединок за Спортсменки третье место. обе имеют ряд достижений как в масс-рестлинге, так и в других силовых видах спорта. Отметим это позже, но пока видим, как венгерка уверенно берет. Ну, сразу видно, очень сильная спортсменка. В этом весе, да, все спортсменки очень такие были сильные, да, и нашей Кристине Кочекосовой было очень трудно. Очень трудно, да. Ванесса Дэвид является, за свою спортивную карьеру успела побеждать на Кубке мира и на чемпионате Европы, и занимать второе место на абсолютном чемпионате вот, Старого Света. Ну, очень приличный, впечатляющий послужной список у представительницы Венгрии. Ну и Дарья Нестерова тоже не промах, скажем так, но несмотря на это, все-таки Ванесса Дэвид со счетом 2-0 побеждает в этой встрече и становится бронзовым призером чемпионата мира. Ванесса Дэвид, Венгрия. Вот Дарья Нестерева у нас является мастером спорта по пауэрлифтингу, кандидатом в мастера спорта по жиму лежа, чемпионкой мира по пауэрлифтингу. Ну вот, и участвует еще и по силовому экстриму, но всего этого оказалось недостаточно, чтобы противостоять все-таки чемпионке Европы, абсолютной чемпионке Европы из Венгрии Ванессе Дэвид. Ну что ж, дорогие телезрители, у нас сейчас будет церемония награждения. Заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Владимировна Томилова. Awarding is hosted by Deputy Minister of Sports of the Russian Federation Marina Tomilova. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному... Итак, дорогие друзья, сейчас мы будем чествовать победителя и победительницу и призера весовой категории до 55 килограммов. Александр Константинович Акимов. Очень интересные состязания мы увидели в этой весовой категории. Бескомпромиссная борьба до самой последней схватки. Награждение проводит заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Данилова и президент Международной Федерации масс-рестлинга Александр Акимов. Ну и, как правило, начинаем с бронзовых призеров. Ими у нас остали Дилбара Иманкова из Кыргызстана и Регина Муляшева из Узбекистана. Очень такие оригинальные у нас медали, да, чемпионата. Памятные такие, хорошие такие сувениры. Ну и приветствуем обладательницу серебряной медали Шафак Маммадова, Азербайджан. Поздравления принимает представительница Азербайджана. Но и сейчас
Приветствуем триумфаторшу этой весовой категории Наталья Черноградская. Помним, как она в финале победила Шафак Маммадову со счетом 2-0 и добилась золотой медали мирового первенства. Что очень приятно, что самое приятное, да, наверное, золотой медали домашнего чемпионата мира. И такую же медаль дали личному тренеру Наталье Алексею Агапову. И звучит гимн Российской Федерации. Еще раз поздравляем Наталью Черноградскую, победительницу состязаний весовой категории до 55 килограммов. Поздравляем также и серебряную призерку Шафак Маммадову из Азербайджана и обладательниц бронзовых наград Регину Маляшеву из Узбекистана и Дилбару Иманканову из Кыргызстана. Вот она, ведущая четверка весовой категории до 55 килограммов. Ну и хотелось бы, да, чтобы в этот вечер гимн Российской Федерации прозвучал как можно больше. Да. Звучал и звучал. Поздравляем Наталью с этим успехом. Итак, продолжаем поединки за третье место у женщин в весовой категории 85 килограммов. Ну что ж, дорогие друзья, вечерняя программа первого соревновательного дня продолжается. И сейчас возвращаемся мы в весовой категории до 85 килограммов. Женщины. Назия Мальбашева из Кыргызстана сейчас будет состязаться с Олесей Гуриевой из Узбекистана. На кону бронзовая медаль мирового первенства весовой категории до 85 килограммов. Но Олесю Гурееву мы знаем давно. Она очень опытная спортсменка. В полуфинале она уступила американке. Ну, в этой схватке, ну, лично мое мнение, она должна победить. Но, как мы уже отмечали, Кыргызстан, да, очень принес такую достойную, боеспособную команду. Поэтому посмотрим. Все решит, как говорится, помост. Да, это действительно так. Ну что ж. Да, спортсменка из Киргизии очень активно использует кисть, чтобы закрутить
Да, вот с первой схватки Гуреева что-то не смогла взять. О, все-таки. 1-0, вперед выходит. Да, вперед выходит Олеся Гуреева. Очень упорная борьба получилась в первой схватке. Олеся Гуреева, представительница Узбекистана. На первом чемпионате мира, который проходил в Якутске в 2014 году, она стала бронзовой призеркой. На чемпионате мира уже 2016 года она уже зашла на вторую ступень пьедестала. Побеждала на Арнольд Классик. Да. Ну и судя вот по логике, да, вот в 14-м третье место, в 16-м второе. Сейчас. Ну и могла надеяться на первое, но участвует в бронзовом финале. Итак, поединок за третье Ну что ж. место на помосте спортсменки, представляющие две средние Ее соперница, чемпионка Кыргызстана 2018 года. Как мы уже говорили, в бронзовых финалах случайных людей не бывает. И стартует вторая схватка. Тоже. Олеся Гуреева. Олеся Гуреева очень, скажем так, грамотно тоже использовала прием вот шаги. Можно сказать, она вот захватом тоже нарочно зашла на ключ, да, и соперница хотела тоже этим воспользоваться, но при этом они как бы забывают о тяге и этим успешно пользуются. Вот. Внимание! Финал! Да. Женщина-весовая категория до 80. Очень, конечно, здорово. В передвижении поработала в этой схватке Олеся Гуреева и со счетом 2-0 добилась победы в этом бронзовом финале. Таким образом, бронзовая медаль уезжает в Узбекистан. Ну а сейчас финал, дорогие друзья. На помост приглашается Яна Васкова, Словакия. Вот она на ваших телеэкранах. Ее соперница Мэри Тул Кейн, Соединенные Штаты Америки. Да, они показали очень яркие схватки в утренней программе. Физически очень сильные спортсменки. И тут трудно предугадать, кто победит. Спортсменки очень сосредоточены. Малейшее неправильное движение или что-то, и ты можешь проиграть. Тут, скажем, второго шанса у тебя не будет там исправиться. Да, это, конечно, так. Тоже изнутри она зашла на ключ. Американская спортсменка. Дается команда Че и... Да, вот. И ух, как перетянула! Яна Васкова 1-0. Ну да, это надо видеть, дорогие друзья. 1-0, вперед выходит. После такого полета сосредоточиться очень трудно будет. Собраться с мыслями. Да. Ну, посмотрим, во всяком случае, что будет. Но в замедленном действии мы видим, ну да, какая чудовищная просто тяга. Представительница Словакии подарила нам вот это вот зрелище. Видим, как заряжены обе спортсменки, насколько вот они собраны, насколько они сконцентрированы. И вот все это вот в одну секунду вот взрывается. Вот в этом и прелесть масс-рестлинга. Вот когда вот замечаете, да, вот наружный захват, рука идет захват сверху, потом внутренний захват сверху, потом снизу. При таком положении обычно спортсмен с наружного захвата, у него преимущество более-менее. Вот, второй раз то же самое она взяла захват. Яна Васкова! И Яна Васкова грамотно использовала свое преимущество. Принимает поздравления представительница Словакии Яна Васкова. Ну а согласитесь, очень-очень красивая, нет, зрелищная победа
Яны Васковой в финале чемпионата мира. Представительница Словакии становится золотой медалисткой. Чемпионкой мира. Уважаемые любители масс-рестлинга, начинается торжественная церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 75 килограммов среди женщин. Now we begin the solemn awarding ceremony of winners and prize winners in women's category up to 75 kilograms. Награждение проводит председатель Государственного собрания и Тюмень Республики Саха-Якутия Федор Васильевич Гоголев. The awarding is А у нас, дорогие друзья, готово интервью. Давайте послушаем. Наталья, поздравляю вас. Это у вас дебютный чемпионат мира и первое золото. Какие ваши ощущения? Пожалуйста, несколько слов. Спасибо большое. Ну, сейчас у меня просто чувство радости и легкости. Как будто гора с плеч упала. Вот, наверное, наши зрители, вот некоторые не знают, да, вот как давно вы занимаетесь масс-рестлингом, да, почему вас не было вот 2 года назад, допустим, на чемпионате мира, да, вот когда начали? Масс-рестлингом занимаюсь, это получается 3-й год. А до этого с 2009 года занималась армрестлингом, потом с 2012 пауэрлифтингом, потом перешла вот на масс-рестлинг. Ну что ж, послушали мы интервью Натальи Черноградской. Напомним, представительница команды сборной России в финале, одолев со счетом 2-0 Шафак Мамадову, стала обладательницей золота. Ну а это сейчас у нас идет чествование представительниц весовой категории до 75 килограммов. И Саина Седалищева на ваших телеэкранах. И сейчас звучит гимн Российской Федерации. Ну что ж, давайте напомним всех призеров и победительниц весовой категории до 75 килограммов. Саина Седалищева в финале со счетом 2-0 выиграла у Анастасии Ивченко из Украины. Соответственно, Саина на первом месте, серебряная медаль у Анастасии Ивченко из Украины. И бронзовыми призерами в этой категории стали Мамми Кемпайнен из Финляндии и Ирина Заславская, также представительница Украины. От себя лично тоже вот поздравляю Саину и его личного тренера Иннокентия Федоровича с этой победой. Ну что ж, мы идем дальше. Это у нас весовая категория до 60 килограммов. Бронзовый финал. Вукашин Шпрох из Сербии в красных шортах и его соперник в синих шортах Ислам
Абдумаликов из Узбекистана. Ну что ж, да. Сербия тоже очень представительная команда приехала в нашу республику. На кону бронзовая награда чемпионата мира. Отрадно, что в этой категории в финале мы увидим представителя сборной России Евгения Удина. Ну а пока все внимание, конечно же, на эту схватку. Абдумаликов повел в счете 1-0. Очень быстрые ребята. Очень молодой спортсмен Ислам Абдумаликов, 1996 года рождения, представитель Узбекистана. Ну и его соперник тоже господин Вукашин из Сербии, 94 года рождения. Не видим. Команда Сербии очень колоритный секундант, тренер настраивает своего спортсмена. Наверное, мы его завтра увидим, наверное. В самой тяжелой весовой категории. Хочу отметить, что с Сербией в нашем университете, с нашим университетом очень тесные связи. В Институте физической культуры уже, если не ошибаюсь, 4-й год тренером по баскетболу работает специалист из Сербии. Итак, борьба за бронзовую медаль. Я думаю, да, действительно. Впереди Ислам Абдумаликов, синяя сторона. Представители Сербии чувствуют в Якутске себя очень комфортно. Ну что ж, вторая схватка, упорная борьба. Ну да, и Абдумаликов. Да. Все-таки. Более такая равная схватка была. Абдумаликов делает счет 2-0 и становится бронзовым призером чемпионата мира по масс-рестлингу 2018 года. Ислам Абдумаликов принимает поздравления, благодарит представителей судейской коллегии, поблагодарил соперника. Вроде бы вначале взял, вытянул палку на свою сторону, но не успел, не смог развить успех, скажем, да. И потом уже... Ну что ж, сейчас мы в скором времени узнаем имя второго бронзового призера этой весовой категории. Оспаривать награду бронзового отлива на помост сейчас выйдут Махир Агаев из Азербайджана. Его соперником будет Медет Есбулаев из Казахстана. Спортсмены выходят на помост. Настроены спортсмены. Медет Есбулаев, представитель Казахстана, серебряный призер чемпионата, внутреннего чемпионата 2016 года и бронзовый призер игр кочевников 2018 года. Спортсмен из Азербайджана взял наружный захват. 1-0. В пользу представителя Казахстана. Действующий бронзовый призер Всемирных игр кочевников делает заявку на то, чтобы стать бронзовым призером чемпионата мира. Тоже классическая, скажем, такая атака, вытянуть
палку на свою сторону и идти в сторону. Одновременно, скажем так, работая против захвата. Закручивая. Махир Актаяглы Агаев из Азербайджана является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года. Кстати, проиграл в финале Айсену Мигалкину. Является чемпионом Азербайджана последних 2 лет. Дана командаче, и все-таки Езбулаев со счетом 2-0 одерживает победу. И свой актив записывает бронзовую медаль чемпионата мира, дорогие друзья. Ну, видно, да, физически он мощнее. Медет Езбулаев принимает поздравления. И с чувством выполненного долга идет отдыхать, дожидаться церемонии награждения. Вот, активно, вот, правильно использует прием ключ после захвата. Вот с самого начала мы говорили, что это 2 спортсмена, 2 лидера, наверное, в своем весовом категории. И жеребьевка так сложилась, что они встречаются в финале. Да, очень интересный финал в этой весовой категории. На помост приглашаются Азамат Асанов, Кыргызстан, и Евгений Удин, Россия. Главное, если Женя успел восстановиться после сгонки веса, я думаю, все должно быть хорошо. Я с ним разговаривал перед соревнованием. У него, конечно, вес последний год поднялся, поэтому много скидывал. Но мы видим, он так настроен по-боевому. Надеюсь, успел восстановиться и покажет свои лучшие качества. Трибуны активно поддерживают Евгения. Я вот говорил, что Евгений является магистрантом Северо-Восточного федерального университета, окончил Институт физической культуры и спорта нашего университета. Сам является уроженцем Амгинского района Республики Саха-Якутия. Ну и, как я знаю, для него это первый чемпионат мира, дебютный. Да. И есть прекрасная возможность в дебюте, так же, как и Наталья Черноградская, сразу взять медаль высшей пробы. Давай, Женя! И, кстати, чемпионы мира это у нас получат звание мастер спорта международного класса. Вот так сразу, да? Отличная. Ну, там, если не ошибаюсь, если 3 победы будет, то они выполняют норматив мастера спорта международного класса и имеют все реальные шансы получить вот это высокое звание первыми, наверное, да, в истории масс-рестлинга, скажем. Поэтому это будет история, скажем. Первые мастера спорта России есть у нас, а вот эти ребята уже могут стать реально первые мастера спорта международного класса. Да, конечно, это будет историческим событием. Евгений молодец, ведет в счете 1-0. Ждем вторую схватку. Евгений сам по характеру очень спокойный, скажем, очень такой прилежный, примерный спортсмен. Ну и соперник не из простых. Азамат Асанов на домашнем чемпионате мира в Кыргызстане стал бронзовым призером
также является серебряным призером второго этапа Кубка мира 2017 года. Тоже Евгений сейчас взял на ключ, но главное тут на старте тяга. Ай, обидно! Да. Вот Женя тоже ошибку допустил, которую многие делают. Он берет на ключ и старается только на это работать. При этом внимание свое... Ну, фокусирует исключительно на этом, да? Да, на этом, только на этом фокусирует свое внимание и упускает. Вот. Когда, получается, он на ключ взял, он думает, что уже вся победа уже 90% у себя. И только на хват начинает рассмотреть. Вот на хват начал работать и упустил момент. И очень грамотно вот, да, киргизский спортсмен использовал какую-то вот слабинку, да, вот расслабил немножко Женя тягу свою. И в этот же момент Азамат Асанов Да. включился и вырвал палку. Счет 1-1. Надо было ему расслабиться, когда, скажем, хотя бы до угла доски дойти. И потом немножко можно, секунду, немножко расслабиться, чтобы потом уже еще как бы усилие сделать. Финальное, да, финишное. Вот свои рекомендации дает вот тоже Иван Степанович и Егор Петрович. Это наши ведущие тренеры. Егор является личным тренером Жени. Иван Степанович наш ведущий тренер республики. Так, кстати, я не заметил жеребьевку кому. Жеребьевку кто выиграл? Да, жеребий решил, что захват будет выбирать представитель Кыргызстана Азамат Асанов. Спортсмены приглашаются к помосту. Ну, с одной стороны, это финал чемпионата мира, так и должен быть. Равно спортсмены, накал, и тут, как говорится, победит сильнейший. Ну что ж, решающая схватка. Евгений против... Взял наружный, сейчас-то он Азамата Асанова. не должен на этом фокусироваться. Надо жестко работать. Так, решающая схватка. На кону золото чемпионата мира. Евгений, надо работать, надо работать. Евгений, молодец. Женя на этот раз, вот, как говорили, не расслабился. Уже постоянно контролировал тягу соперника. Азамат пытался тоже вот ударить в сторону, но Женя уже, скажем, он мастер, да, он второй раз уже не попадет сюда. Расстроен Азамат Асанов, но зато как рад Евгений. На первом же своем чемпионате мира дома становится победителем. Поздравляю всех нас, республику, Амгинский район. Особо вот рад за Егора, личного тренера. Егор Петрович, хочу напомнить, он очень многое делает для развития масс-рестлинга. Он кандидат педагогических наук, по науке продвигает масс-рестлинг. Но была очень упорная борьба, нужно отметить в этой решающей схватке. Да. Очень хорошая схватка, в замедленном кадре даже. Дорогие друзья, после этих повторов нас ждет интервью с Ириной Седалищевой. Награждение проводит председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия, первый вице-президент Международной Федерации масс-рестлинга, президент Ассоциации по национальным видам спорта и игр народов Якутии,
Я занимаюсь масс-рестлингом 5 лет. 4 года соревновалась в весовой категории до 85 килограммов. В этом году перешла в категорию до 75. Состязания в этом весе оказались легче. Моей главной конкуренткой была Ирина Заславская из Украины. Она является лидером в этой категории. Я специально готовилась к схватке с ней. Счастлива, что удалось выиграть у нее и стать чемпионкой мира. Поздравляем еще раз Саину с этим замечательным успехом. Ну а сейчас у нас идет чествование победительниц и призерок весовой категории до 85 килограммов. Бронзовыми медалями награждены Олеся Гуреева из Узбекистана и Ванесса Дэвид из Венгрии. И сейчас награждают серебряного призера этой весовой категории Мэри Тул Кейн из Соединенных Штатов Америки. Ну и на первую ступень пьедестала почета 3-го чемпионата мира по масс-рестлингу 2018 года выходит Яна Васкова, Словакия. В финале Яна со счетом 2-0 оказалась сильнее представительницы США Мэри Кейн. И таким образом добилась этой победы. И сейчас гимн Словакии. Еще раз поздравляем Яну Васкову, победительницу в состязаниях весовой категории до 85 килограммов. Ну, давайте еще раз пройдемся по ведущей четверке этого веса. Яна Васкова — первое место. На второй ступени пьедестала Мэри Тул Кейн, США. Ну и третьи места у нас заняли Ванесса Дэвид, Венгрия, и Олеся Гуреева, Узбекистан. Что ж, дорогие телезрители, любители спорта, вечерняя программа первого соревновательного дня чемпионата мира сейчас будет продолжена. Состязанием в тяжелых весах. Среди мужчин дождемся объявления дикторов на арене. Но в тяжелых весах мы стали свидетелями очень интересных встреч, очень Поединки за третье место. Ярких противостояний. До 90 килограммов. Да, бронзовые финалы весовой категории до 90 килограмм. Сейчас у нас выйдут Имре Норберт Душноки, Венгрия, и его соперником будет Эмиль Мусаралиев из Кыргызстана.
Да, вот в утренней программе многим запомнился венгерский спортсмен. Да, очень колоритный представитель Венгрии. И сейчас мы видим, как выходит Эмиль Мусаралиев, представитель Кыргызстана. Ну и в этом весе отметим то, что известен уже один обладатель бронзовых наград. Ильяс Кадыров оказался без пары. И он уже записан как бронзовый призер в этой весовой категории. Но сейчас все внимание там помост. Имре Норбер Душноки, Венгрия, и Эмиль Мусаралиев, Кыргызстан. Представители, скажем так, ведущих команд, да? После России, вот Кыргызстан и Венгрия очень сильный состав привезли. И Мусаралиев повел в счете 1-0. Но мы видели, да, в предыдущих схватках, как вот этот вот драйв и адреналин, вот эти вот понятия очень помогали Имре Норберту Душноки в нужные моменты. Посмотрим, получится ли повторить такое возвращение в игру в бронзовом финале. Но сейчас представитель Венгрии вступает со счетом 1-0. Да, в утренней программе очень тяжелые такие равные схватки были у венгерского спортсмена. Может так сказать, что силы на самую главную схватку и не хватить. Так, видно, спортсмены сосредоточены. Очень многое решает старт, поэтому... Дается команда Че. На одной ноге. Да, все-таки упал. Эмиль Мусаралиев, Кыргызстан, со счетом 2-0 побеждает в этой встрече и становится бронзовым призером чемпионата мира. Скажу честно, лично мне хотелось, чтобы Имре Норберт нашел силы и вот хотя бы перевел встречу на третью схватку. Да. Но во всяком случае, здорово себя проявил венгерский спортсмен. Поблагодарил трибуны, зрители ответили аплодисментами. Ну и, конечно, поздравляем Эмиля Мусаралиева, бронзового призера мирового первенства весовой категории до 90 килограммов. Вроде взял палку на свою сторону, но упустил соперника. И сейчас, дорогие друзья, самое интересное. Павел Черноградский под аплодисменты заполненного триумфа выходит на помост. Павел Черноградский, Россия, и Азат Таштанбеков, Кыргызстан. Второй финал у мужчин, тоже Россия, Кыргызстан получилось. В первом финале, если Россия победила счетом 2-1, сейчас посмотрим. Мы уверен, Павла, это наш капитан сборной команды России. Ну и Павел все встречи на этом чемпионате побеждает со счетом 2-0. Да. Посмотрим, каким получится финал для лидера нашей сборной. Напомним, что Павел является двукратным чемпионом мира. И у него есть возможность записать свой актив третью победу на главном мировом старте. 3 из 3 получается, да? Да.
Предупреждение Таштанбекову. Warning goes to the blue corner. Нарастает напряжение в зале. Звучит команда Че и Павел Черноградский вырывает палку и делает счет 1-0. При стартовой борьбе как-то упустил момент представитель Киргизии. Соперник Павла по финалу Азат Таштанбеков, достаточно молодой спортсмен, 96-го года рождения. Ну и у Павла есть преимущество в росте. Если же Азат Таштанбеков, у него рост 177, у Павла 183. Да, вот это тоже как бы является преимуществом. Впереди Павел Черноградский. Сейчас вторая схватка. Все внимание на помост. Финал весовой категории до 90 килограммов. На кону золото чемпионата мира. Павлу главное не расслабиться сейчас. И спокойно донести дело до победы. Осталось, скажем, сделать последний шаг. У него все есть для этого, чтобы победить. Ну, как и в случае с первой схваткой, да? Длительная процедура выравнивания уровня палки. Ну и дается команда старт, и Павел Черноградский. Все-таки третья победа на чемпионате мира. И что? Не смог подобрать ключи представитель Киргизии. Ну, Павел очень мощный спортсмен. При своем весе, наверное, я точно не могу сказать, но становая где-то под 300 килограмм, наверное. 300 вытягивает, наверное. Поздравляет Николай Альдаевич. Да, принимает Павел поздравления от своих тренеров. Поздравляем и мы Павла с этой уже третьей по счету победой на чемпионатах мира. И что самое приятное, третья победа пришлась на домашний чемпионат мира. Да. Начинается торжественная церемония награждения победителей и призеров. Ну и видим, как Павел Черноградский празднует третью победу на мировом первенстве. Награждение проводит член комитета Совета Федерации Федерального собрания. У нас готово интервью. Итак, дорогие друзья, внимание. Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна. Поздравляем с первым золотом. Яна, примите поздравления. Ну и расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь масс-рестлингом? Я треную теперь рок-масс-рестлинг, а это мое первое майстровство, теперь майстровство. То есть впервые участвуете и сразу же завоевали золотую медаль. Так, я bardzo тешен моей медали, это для меня великий успех. Ну, расскажите, пожалуйста, вот федерация когда была образована?
Федерация один рок, тоже один рок. Toto je prvý čempionát mira, na ktorým my robíme srovnovania. My robili strong woman и powerlifting. Ну и что можете сказать о публике? Публика вам помогла? Яна, что? Спасибо. Спасибо, дякую bardzo. Очень хорошее публику, супер. Супер. Ну, желаем удачи. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас будет чествование спортсменов весовой категории до 60 килограммов. У нас уже спортсмены на арене. Бронзовые призеры: Ислам Абдулмаликов из Узбекистана и Медет Язбулаев, Казахстан. Ну и сейчас мы приветствуем серебряного призера Азамата Асанова из Кыргызстана. Ну и с большой радостью приветствуем нашего Евгения. Еще одно золото Евгений принес в копилку сборной России, в финале одержав победу над соперником из Кыргызстана Азаматом Асановым со счетом 2-1. Также награждается тренер Евгения Егор Кудрин. В честь победителя звучит гимн Российской Федерации. В очередной раз звучит гимн Российской Федерации. Еще раз поздравляем Евгения Юдина и призеров этой весовой категории. Ну и вечерняя программа первого соревновательного дня будет продолжена соревнованиями весовой категории до 125 килограммов, самой тяжелой весовой категории первого соревновательного дня. Лично я очень рад за Евгения. Он добился своей поставленной цели. Присоединяюсь ко всем поздравлениям. Поздравляю еще раз Егора Кудрина. Поздравляю всю Россию, поздравляю республику нашу, поздравляю Мгинский район. Поздравляю университет, в котором Женя учится. И был очень красочный финал, да. Посмотрели, победа далась, скажем, нелегко. Но это наоборот, от такой победы еще лучше, еще слаще, скажем, да, победа. Да, цена выше. Да. Вот таких побед. Женя собрался в нужный момент. Итак, дорогие друзья, у нас осталась самая тяжелая весовая категория. Как мы уже сказали, сейчас мы увидим выступления самых тяжелых спортсменов
весовой категории до 125 килограммов. И начинаем, конечно же, с бронзовых финалов. Первым на помост выходит Честер Томас из Соединенных Штатов Америки. Противостоять ему в схватке за бронзовую медаль будет Александр Краснов из Казахстана. Два очень мощных спортсмена. Александр Краснов является мастером спорта, бронзовым призером третьих всемирных игр кочевников. Что же касается его соперника из Штатов, Честера Томаса, он является чемпионом Соединенных Штатов, работает учителем физической культуры и тренером по тяжелой атлетике. И очень легко первую палку вытягивает Краснов. Как-то американский спортсмен слишком расслабленно сидел на старте. Думал, наверное, за счет быстроты взять, но не смог вовремя включиться в борьбу. И Александр без труда перетянул соперника. Видим, как дается команда Че, и тут же Краснов начинает работать и доводит эту схватку до победного конца. Итак, вторая схватка. Томас Честер берет наружный захват. Тоже так же сидят. И вновь Краснов перетягивает соперника на свою сторону помоста. 2-0. Вы, друзья, все прекрасно сами видели. Александр Краснов без вопросов становится победителем этой схватки. И получает он, завоевывает право взобраться на третью ступень пьедестала мирового первенства. Александр благодарит судью, благодарит секунданта своего. Ну а Честер Томас, в свою очередь, поблагодарил местную публику. Ну, очень... Как уже отмечали, вот со свободного старта это Александру выгоднее. Да, красивая победа Александра. Это уже вторая пара бронзового финала. Насимджон Раджабов из Узбекистана. На ваших телеэкранах его соперник Доминик Дэвид Джухас из Венгрии. Еще один представитель венгерской команды. Сейчас будет разыгрываться вторая бронзовая медаль весовой категории до 125. Так, по глазам видно уже настрой боевой. Дэвид Доминик Юхас, победитель абсолютного чемпионата Венгрии 2018 года. В графе достижений Насимджона Раджабова ничего не записано в анкете. Это ничего не значит сейчас. Да. Итак, начинается схватка, и Раджабову дают очко. Да, Раджабов. Вот представитель Венгрии, находясь в этом не совсем удобном положении, да, смотрел на судью. Да, но в предыдущих схватках, если я не путаю, вот венгер с этого положения, он наоборот, в другую сторону резко двигался. Вот с этого положения.
А сейчас что-то остался и, скажем, проиграл. Если бы наклонился с этого положения в другую сторону, вот вместе с тягой, у него был бы шанс. Ну, во всяком случае, Насимджон Раджабов повел в этой встрече 1-0 в пользу представителя Узбекистана. Очень мощные ребята. Так чувствуется, что сила прет вот прямо из них. Вот, уже шагом пошел. Атакует венгерский. Видно, что он не останавливает свою тягу. И Дэвид очень хорошо Доминик боролся. Юхас 1-1. О, что-то очень А вот сильно это неприятно, да? Да, очень сильно поработал и, скорее всего, спазм мышц у него задней поверхности бедра. Спустился с помоста Дэвид Доминик Юхас и пока что сидит, но видели мы все, как он держался за бедро. Сейчас ему будет оказана медицинская помощь. Но при таких, да, нагрузках. Ой, ну да. Видим, да, как, какой дискомфорт ему создает это повреждение. Поддерживают его трибуны и прихрамывая Доминик Дэвид Юхас. Не хочет покидать помост. Но неужели хочет выйти? С такой травмой сложно. Ну, мы видим то, что другие спортсмены, да, видимо, уговаривают Дэвида Доминика. Отговаривают, правильнее. Да. Нет, Доминик, не думай. Брось эту затею. Но мы видим, там эластичный бинт, да, начинают накручивать на бедро спортсмена. Вот неужто все-таки решится? У него в первой схватке был шанс в первом периоде, да? Тогда бы... Мы видим, и представитель судейского корпуса подошел. Ну и, конечно, и представитель Венгрии. И сербские спортсмены, мы видим, к нему подошли. Дорогие друзья, Раджабов все-таки побеждает в этой схватке, в этой встрече со счетом 2-1. И стоит отдать должное Дэвиду Доминику Юхасу, который, несмотря на это повреждение, на эту травму, смог выйти и продолжить, терпя боль. Это достойно похвалы, дорогие друзья. И, конечно, сам Насимджон Раджабов подчеркнул это, да, проявил уважение к своему сопернику. Ну, молодец, Дэвид Доминик Юхас. Свою порцию аплодисментов он получил. Получил заслуженно, причем. Настоящий, скажем, боец до конца боролся. Хотя все видели, что он получил серьезные повреждения. Ну и повтор решающей схватки. Да, вот. Ну, я думаю, выступление Дэвида Доминика Юхаса еще надолго останется в памяти любителей спорта Якутии и России. Ну и сейчас все внимание на помост. Финал этой весовой категории на ваших экранах. Патрик Навара, Чешская Республика.
И его соперник, богатырь из Калуги, Иван Галкин, дорогие друзья. Весовая категория до 125 килограммов. Иван показал очень красивые зрелищные схватки в предварительных кругах. Показал свой технически богатый арсенал. Ну и Патрик Наварро тоже Чешский богатырь. отличился тоже очень уверенным выступлением. Но видим, Галкин чуть выше, кажется, ростом, да? Итак, на красной стороне помоста чешский спортсмен Да, Патрик визуально Наварро, заметно, что чемпион у мира Ивана по преимущество в росте. пауэрлифтингу среди юниоров. Ну, Иван ровно по антропометрическим пока данным подходит под масс-рестлинг, скажем. 7 сантиметров преимущества в росте у Ивана Галкина. 192 Ивана Галкина против 185 Патрика Наварры. О! Уверенно Иван Галкин берет первый балл. Коронный прием, со старта стойку поднимается. И при таком росте, при такой стойке оказать достойное сопротивление очень сложно. Победитель чемпионата России 2018 года. Победитель абсолютного чемпионата России текущего года. Первый обладатель первого места. Золотой медали третьего этапа Кубка мира 2017 года. Трехкратный победитель первенства Российской Федерации. Иван Галкин. Дорогие друзья. Итак, завершающий финал первого соревновательного дня чемпионата мира по масс-рестлингу, чемпионата мира по масс-рестлингу. Завершающий поединок. Финальный поединок 1-0 ведет Иван Галкин. Ну и посмотрели мы повторы первой схватки. Иван Галкин ведет со счетом 1-0. Живет и тренируется в Калуге. И очень близок Иван к тому, чтобы записать в свой актив очень значимую победу в своей карьере. Иван Галкин поздравления принимает. Богатырь из Калуги 2-0. 2-0, дорогие друзья. Убедительная победа Ивана. Молодец, Иван, молодец. На радость всей собравшейся публики. Иван Галкин становится чемпионом мира по масс-рестлингу на домашнем чемпионате мира в Якутске. Принимает поздравления Иван. Благодарит он Патрика Наварро за эту финальную встречу. Принимает поздравления от Николая Ильича, от других представителей тренерского штаба сборной России. Убедительная победа Ивана Галкина. Мы уже отмечали, что ему всего 20 лет, и он буквально ворвался в элиту мирового масс-рестлинга в этом году, завоевав звание чемпиона России, абсолютного чемпиона России, выиграв в международном турнире. И теперь вот молодой Иван становится победителем чемпионата мира. Серьезное, хорошее будущее у этого спортсмена. Да, как мы отметили, Иван очень так по своим данным подходит для масс-рестлинга. И сильный, и антропометрия подходящая. Если и будет и впредь также заниматься, дай бог без травм, тогда у него, скажем, еще прекрасное будущее. Ну, Иван, молодец, конечно, еще раз поздравляем. И сейчас у нас церемония награждения весовой категории до 90 килограммов. Мужчины. Бронзовые призеры. Традиционно будем их чествовать в первую очередь. Бронзовых призеров.
так, награждение проводят вот Михаил Дмитриевич Гуляев и Сергей Германович Сейранов. Это ректор Московской государственной академии физической культуры, председатель Российского студенческого спортивного союза. И вчера на пресс-конференции Сергей Германович сказал, что на следующий год уже в календарном плане Российского студенческого спортивного союза обязательно будут соревнования по масс-рестлингу. И надеемся, что и во Всемирной универсиаде скоро мы увидим, наверное, масс-рестлинг. Было бы очень приятно увидеть на этих соревнованиях нашу дисциплину, наш национальный вид спорта. И, пользуясь случаем, хочу вот поблагодарить Сергея Германовича и весь коллектив Московской государственной академии физической культуры, потому что на базе этой академии в прошлом году я вот лично с Егором Петровичем защитили кандидатские диссертации по масс-рестлингу. И очень мы с Егором благодарны вот Сергею Германовичу лично и всему коллективу академии. Еще хочу поблагодарить проректора по научной работе Анатолия Николаевича Тамбовского, пользуясь случаем, за то, что дали нам возможность защититься в диссертационном совете при академии. Да, сейчас на ваших телеэкранах Азат Таштанбеков, серебряный призер этой весовой категории. Ну и, конечно, приветствуем мы Павла Черноградского, уже трехкратного чемпиона мира. В очередной раз Павел доказал, что он является лучшим в этой весовой категории. Очень рады мы за Павла, поздравляем его, поздравляем тренерский штаб сборной России. И, конечно, звучит гимн Российской Федерации. Еще раз поздравляем Павла Черноградского, как уже мы говорили, трехкратного чемпиона мира. Молодец, Павел. Напомню, победил он в финале представителя Кыргызстана Азата Таштанбекова. Ну и бронзовыми призерами в этой категории стали Эмиль Мусаралиев из Кыргызстана и Ильяс Кадыров из Узбекистана. Ну, помимо Павла Черноградского, мы также поздравляем Ивана Галкина, который стал победителем весовой категории до 125 килограммов. Также мы поздравляем Евгения Юдина, ставшим триумфатором в весе до 60 килограммов. Удина. И поздравляем мы Саину Седалищеву, выигравшую состязание до 75 килограммов.
И, конечно же, Наталью Черноградскую, которая у нас заняла первое место в весовой категории до 55 килограммов. Продуктивный день получился для сборной команды России. Надеемся, что второй день чемпионата мира также принесет много побед и ярких эмоций для наших спортсменов и болельщиков, которые горячо поддерживают наших спортсменов. Очень приятно, что сегодня множество людей посетило Центр спортивной подготовки «Триумф». Приглашаем вас всех и завтра. Ну и также хотим отметить то, что мы будем работать в прямом эфире, так же как и сегодня, с 9 утра. Покажем предварительные поединки, ну а потом уже финалы. У нас готово интервью с Павлом Черноградским. Внимание на экран, дорогие друзья. Сборы прошли очень отличные, поэтому и схватка как бы ожидалась хорошая. Получается, на тренировке тяжело, а вот на соревнованиях легко получается у нас. Так. Вот кого можете отметить соперников? Ну, почти всех, особенно Киргизию и, получается, Соединенные Штаты Америки. И Венгрия добавляет. Прибавляется в технике и мощи. Тяжело становится каждым годом. Ну что ж, спасибо Павлу за это интервью. А сейчас мы чествуем спортсменов в весовой категории до 125 килограммов. Видим то, что все уже атлеты на пьедестале почета. Бронзовые медали у Александра Краснова и Насимджона Раджабова. Серебро у Патрика Навары из Чешской Республики. И триумфатор этой весовой категории Иван Галкин, богатырь из Калуги, уверенно добился победы на домашнем чемпионате мира и завоевал золото. Звучит гимн Российской Федерации. Ну что ж, давайте еще раз пройдемся по призерам и победителю этой весовой категории в состязаниях среди мужчин до 125 килограммов. Бронзовых медалей удостоились Насимджон Раджабов из Узбекистана и Александр Краснов из Казахстана. Хозяином серебряной медали стал Патрик Навара из Чешской Республики. И победитель, обладатель золотой медали Иван Галкин, Россия, Калуга. Еще раз поздравляем Ивана. Еще раз напомним для телезрителей, ему всего 20 лет. В этом году у него победа в абсолютном чемпионате мира, победа на международном турнире во Владивостоке. И теперь вот победа на чемпионате мира. Многообещающее начало карьеры молодого спортсмена. Итак, дорогие друзья, давайте послушаем, что же скажет Иван Галкин после награждения. Есть небольшая эйфория, можно так сказать. Хорошее чувство. Вот
Который год вы занимаетесь? Но именно масс-рестлингом я занимаюсь 2 года, может, чуть побольше. Да, путевку я завоевал на чемпионате России этого года в категории 125. Выиграл в финале у якутского спортсмена Эрчима Бапагая. Да, я пользуюсь случаем тоже. Приглашаю завтра жителей города Якутска посмотреть воочию за схватками сильнейших Маджины, подойти в Триумф, заполнить зал. Жители районов, не забудьте включить НВК Саха и посмотреть состязание по телевизору, скажем. До завтра, дорогие друзья. Давайте, всем спасибо.